Я полезла-то в почту. Писать. Доброе утро, уважаемые коллеги. Ира, давай проверим презентацию. У меня загрузится, не загрузится. Сейчас я в файлах нахожу свой файл и делаю вывести на экран. Правильно? Скажи, пожалуйста, видно презентацию? Сейчас, подождите, я не включила. Ага, извините, Ира. Здравствуйте, Вера Сергеевна, видно. Здравствуйте, видно, Любовь Петровна? Ну, хорошо, тогда будем надеяться, что все получится. Вот только почему-то я не могу найти эту пометку с файлами. Заметки, чат, Наверху. ссылку, а файла у меня почему-то нет. Смотрите, наверху, где рэк, да, заметки, чат, участники и файлы должны быть. Ссылку у меня написано. И 3 точки, в которых тоже файлов нет. Короче, надо поискать. Завтра ж как-то нам надо... Подождите, я, может быть, разрешить скачивание сделаю вам. Сейчас, у нас там... А ну-ка я посмотрю, как у нас здесь. Вот, например, у Маловой. Разрешить... Завтра же надо свои презентации тоже загрузить. Ну, в общем, конечно, да. Так, а у нас почему-то вот в этих файлах было... Любовь Петровна, завтра все, кто докладываются, будут ведущими, и все будет нормально. Все, файлы появились. Все понятно, спасибо. Значит, Ира, Файлы появились. На будущее, мы же только учимся этой системе. Значит, смотри, нужно разрешить скачивание давать. И тогда Да, все. вот теперь Просто появилось. все молчали все эти дни, я, честно говоря, даже не лазила туда, думала, все нормально все скачивают, а люди, видимо, не смотрели. Странно, почему никто не сказал, что запрещено было скачивание. Видимо, никто не скачивал, все. Если мы же все материалы отправляли. Вот, и поэтому там все есть. Все, спасибо Ира, ты большое. можешь мою книжку туда загрузить? Какую книжку? Вот мат-моделирование, которая... А где она?
Но она у вас тоже есть. Но я сейчас тебе Ну, пришлю. сейчас я, честно говоря, да, вы мне пришлите, я загружу. Хорошо. Так, что это такое? Что такое? Константин. Это наверное, книжка и монография. Да, я тебе перешлю сейчас на почту, и ты эти Да, да, давайте. 2 файла можешь загрузить Мгм. туда. Там 2 файла. Там вот мат-моделирование и монография, которая по познавательной самостоятельности. То есть оба загрузи, и я скажу, что это такое. Мгм. Так. Доброе утро всем, кто присоединяется к нам. Вот. И, в принципе, 11 часов. В сети у нас 24 человека. Вот, я думаю, что, в принципе, мы готовы начинать. Но так случилось, что и ведущим, и докладчиком первым являюсь я, поэтому приветствую вас и от имени оргкомитета, и от имени состава лекторов. Значит, если, может быть, какие-то есть вопросы по вчерашнему, позавчерашнему дню, я надеюсь, что мы стараемся все отправлять. Не знаю, Ира, отправили ли вы вчера видео людям первого дня? Скажи, пожалуйста, мне, чтобы мы... Видеозапись Сегодня утром, не да, отправили? сегодня утром я отправила, сегодня утром, вчера не получилось, сегодня утром отправила, все получили, Первый даже день, была да? уже обратная связь. Да, Первый день. видео первый день, да, в течение дня я загружу на YouTube видео второго дня, и по той же ссылке будет, то есть там полностью плейлист люди будут видеть. Ну, видимо, мы еще раз отправим. Сегодня же такое же Ага. письмо с презентациями и еще раз ссылкой, да. Так что все готово. И в Телеграм, пожалуйста, их надо разместить в Телеграме. Ссылку, Да, ссылку ссылку, на да, видео. да, Хорошо, да, я ссылку на отправлю. видео, потому что люди там ждут тоже в Телеграме. Вот трансляция у нас работает? Да, трансляция работает. Так, хорошо. Так, ну что, есть сейчас... Так, что еще надо сказать? По этой повышению квалификации все у нас благополучно там идет. Ну да, вроде все смогли запустить, открыть, не было никаких проблем. Сколько человек у нас повышение квалификации? 29. 29 человек. Но у нас есть Да. еще одно место, да, если вдруг кто-то захочет, чтобы... Да, да. Если вдруг кто-то, коллеги, не получил ссылку на доступ к курсам, напишите мне, пожалуйста. Вдруг я кого-то пропустила, но вроде бы все это, всем вроде бы отправила. Так, хорошо. Значит, тогда я попрошу, Тамара Борисовна, вы сегодня с нами? Тамара Борисовна с нами, но, видимо, Да, Вижу. вам удобно? ну я как бы это буду за кадром. Да? Хорошо. А можно вы все-таки вот первую лекцию помодерируете? А то мне как-то вчера было не Ну, в очень. смысле, да, как бы я попробую. Да? Значит, Да. тогда начинаем. Я Да. вам представляю Тамару Борисовну Бегиеву. Это кандидат педагогических наук, учитель высшей категории, заслуженный учитель Республики Северная Осетия Алания, председатель экспертного совета ЕГЭ по республике, федеральный эксперт и замечательный учитель и человек. Спасибо вам, Тамара Борисовна, что вы с нами дружите. Вера Вот. Сергеевна, я рассмешу всю аудиторию, благородное собрание. И ветеран Куликовской битвы. Это цитата из фильма «Ворошиловский стрелок». То есть, с намеком на возраст, да. Да. Ну, Ну, ничего, знаете, спасибо. как сказал Александр Розенбаум, возраст – это состояние души, Да, конфликтующее с телом иногда. Так что будем да. эти конфликты разрешать. Хорошо. Так что я вам предоставляю слово.
пожалуйста, для того, чтобы вы представили наше сегодняшнее мероприятие и первого Да, докладчика. значит, я попробую. Сегодня у нас состоится третья встреча в рамках вот этой 14-й открытой летней школы для учителей математики. Программа у всех есть, все знакомы, но я хочу сразу, наверное, представить, ну, во-первых, я, конечно, 2 дня я была выключена из этого всего, то есть я была, но как бы не могла активно участвовать. Я хочу, вот как Анатолий Георгиевич в первый день сказал, еще раз всех поблагодарить. И участников, которые сочли нужным приобщиться к этому хорошему мероприятию, и лекторов всех. И вот в частности, я, наверное, чтобы время не занимать, я сразу представлю все аудитории, которые здесь присутствуют, а присутствуют самые разные регионы, не считая нашей республики. Вот первого докладчика. Я, значит, знаю, все мы видели вчера выступление Веры Сергеевны было, теоретическая такая лекция была, а сегодня в продолжение, вторая часть, это вот применение к решению практикоориентированных заданий. Значит, я еще раз, я все регалии Веры Сергеевны, если не назову, то вот прямо смотрю на эту шапочку, что она представляет и Владикавказский научный центр в качестве заместителя директора, и Южный математический институт, и Северо-Кавказский центр исследований, и прежде и нашу ассоциацию учителей математики. То есть она во всех ипостасях у нас курирует все эти направления. Вот ее сегодняшнее сообщение «Математическое моделирование в обучении школьников решению практикоориентированных заданий». Я думаю, что это очень интересно будет, особенно для учителей практиков, собственно, тут все учителя и педагоги, так что это всем будет очень достаточно полезно и интересно. Вера Сергеевна, я вам предоставляю слово. Спасибо большое, Тамара Борисовна. Всегда хорошо, когда представляют, когда... Да. А то все в одном лице неудобно. Да, я не сказала, кандидат педагогических наук. Там Да. написано. Да. Спасибо большое. Значит, я продолжаю учиться, насколько это возможно. И сейчас здесь большая презентация будет. Я, может быть, не все охвачу, но специально сделала большую, потому что вы потом спокойно можете посмотреть и, самое главное, применить. Даже, ну, в общем, все, что здесь сделано, оно все пропущено через себя мною, и как бы я могу ответить за каждое слово, которое здесь написано. Мы достаточно долго занимаемся уже вот попыткой внедрения математического моделирования в обучение школьников. И возможно, что частично эти материалы, которые здесь в этой лекции представлены, уже люди какие-то видели, но я, поскольку все всегда делаю в последний момент, решила собрать все вот на сегодняшний момент, и то не все, на самом деле еще нужно будет немножечко дополнить, вот, в ответ на вчерашние вопросы, которые были в чате. Но, тем не менее, я постаралась собрать все, что у нас сегодня есть, для обоснования того, что математическое моделирование в решении практикоориентированных заданий – это как раз применение научного метода для формирования научного стиля мышления. Ну, такая глубокая, как бы длинная цепочка, но тем не менее это так. Так. Первое, я расскажу про математическое моделирование вообще и про математическое моделирование в обучении математики. Значит, здесь на слайде представлены родоначальники, так скажем, основатели математического моделирования именно как научного направления. Это академики Тихонов, Моисеев, Самарский, член КОР Курдюмов. Ну, из них, к сожалению, нет в живых никого, но у них есть огромная научная школа. И в частности, вот Малинецкий Геннадий Георгиевич, который приезжал, он ученик к нам, приезжал в 2013 или в 2014 году, он приезжал на математическую школу Владикавказскую молодежную, он как раз ученик этого, то есть и Институт вычислительной математики, и Институт прикладной математики Российской академии наук, это все практически последователи вот этих людей, которые развивают применение математического моделирования для решения реальных задач как научная проблема. Вот. Далее, ну, все мы знаем, и мне посчастливилось увидеть даже лично
Владимира Игоревича Арнольда, которого не стало в 2010 году. Все знают, наверное, его работу «Жесткие и мягкие математические модели». Очень рекомендую ее прочесть. И вот он говорил, что формирование умения моделировать является условием интеллектуального развития. То есть тогда, когда говорят, что педагоги или педагогика занимается как бы не совсем тем, что надо, и моделирование становится под вопросом, вот возникает такое желание все-таки показать, а что говорят математики, или что говорили математики про то, нужно ли моделирование, так скажем, в педагогике и нужно ли формировать это. Хотя мы знаем, что моделирование – это один из методов научного познания, и даже в ВГОСе он есть. Вот. Ну вот здесь цитата именно Владимира Игоревича Арнольда, достаточно выдающегося математика, одного из ярких учеников Колмогорова. Вот он вот такую цитату привел в одной из своих книг. Вот. И далее, теперь про моделирование в целом. Это метод познания, суть которого сводится к замещению одних объектов оригиналов другими объектами, моделями и получению информации о важнейших свойствах объекта оригинала с помощью исследования свойств объекта модели. Те, кто у нас на лекториях и на семинарах бывают, они очень часто, особенно на лектории Владимира Николаевича, видели применение метода моделирования при решении любых задач, когда мы от одной модели переходим к другой. То есть есть, неважно, геометрическая, алгебраическая, арифметическая задача, какая бы задача ни была, но переход от одной модели, даже математической, к другой модели математической, как мы это называем, внутриматематическое моделирование, Владимир Николаевич вчера об этом говорил тоже. Вот переход от алгебры к геометрии, например, при решении задачи, это внутриматематическое моделирование или просто моделирование как некий метод, который действительно замещает одни объекты в оригинале на другие объекты в модели. И изучение некоторых свойств намного удобнее, чем модели. Ну а с точки зрения нашей работы с учеником, это движение к решению задачи с методом моделирования, переходом от одной модели к другой. Здесь представлены специально, я эту лекцию готовила так, чтобы остались следы. Вы можете почитать, вот все люди, которые здесь написаны, они внесли выдающийся вклад и в психологию обучения, и в педагогику, и философию. Вот Салмина, например, значит, выдающиеся исследователи, психологи Гальперин, Давыдов, Пиаже, Рубинштейн, но Салмина занималась тоже и тем, и этим. То есть это те люди, которые сделали нашу педагогику и нашу психологию, и педагогическую психологию, или психологическую педагогику, и так, есть разные термины, сделали фундаментальной. И то, о чем говорил Алексей Владиславович на предыдущих лекциях, и я очень рекомендую ознакомиться с его книгой «Деятельностная педагогика», я ее положу вам в чат сюда, ну, вернее, в файлы, чтобы вы могли скачать чуть позже, на второй лекции. И потому что человек – это деятель, насколько он активный деятель, настолько он активнее развивается. И вот деятельность в разных областях, в частности в области математического моделирования или обучения математическому моделированию, обогащает и самого человека, и обогащает и тех, кого он обучает, есть с точки зрения учителя. И все механизмы практически прописаны уже, были. И наша психология российская, она имеет выдающееся значение и для мировой психологии. Педагогика как наука развивающаяся, даже с точки зрения психологии, все равно она моложе как наука, она, конечно же, накапливает определенный опыт, и пока то, что мы имеем как некие, как вот заметил Алексей Владиславович, некие такие лоскутные, может быть, результаты или феноменологические, а что это такое? Это когда мы просто описываем события, вот очень много работ таких, но уже очень много экспериментальной работы, которая подтверждает, допустим, описание, и ни один труд педагогический не защищен с точки зрения науки, если он не подтвержден практикой. Далее, вот известный
известный, ну, он и математик, и психолог, и педагог, то есть человек, который занимался математическим образованием серьезно, Лев Моисеевич Фридман, вы знаете его книжки, он говорил про принцип моделирования, так как здесь написано. Принцип моделирования – это один из основных принципов обучения математики, в частности. И вот он говорил, что принцип моделирования означает, это изучение самого курса школьного с модельной точки зрения, и эту линию, в принципе, реализовал Александр Григорьевич Марткович в своих учебниках Мартковича, где в самом начале, а сейчас это уже, по-моему, во всех учебниках есть, модели в 7 классе, в начале 2 параграфа дается этому, рассказывается, что такое математические модели, и в его учебных пособиях, которые в 2000 году получили премию правительства Российской Федерации в области образования именно за введение вот этого модельного подхода в образовании, говорят о том, что как бы мы ни хотели просто давать знания, мы на самом деле формируем у учащихся различные его качества, в том числе умение моделировать реальные ситуации и процессы. Просто мы этого, может быть, не осознаем. Ну вот здесь на этой картине показаны люди, которые непосредственно занимались введением элементов математического моделирования в школьное математическое образование. Вот Валерий Александрович Гусев, его уже нет с нами. В принципе, там написано у нас, слава богу, жив-здоров Александр Григорьевич Марткович и Ирина Михайловна Смирнова, но значительно моложе, я имею в виду из корифеев. Вот. Остальных уже нет. С Валерием Александровичем Гусевым мы работаем достаточно плотно, очень он и приезжал к нам, и на школы, и с учителями работал. Вот все эти люди внесли свой вклад в то, что математическое моделирование или математические модели теперь уже не являются экзотикой для школьного математического образования. Здесь дается определение, что мы понимаем под математическим моделированием в обучении математики. Еще раз говорю, мы понимаем это как процесс построения, исследования, интерпретации математических моделей, возникающих при решении учащимся математических и мотивационно-прикладных учебных задач, подобранных с учетом реальных учебно-познавательных возможностей учащихся. Почему математических? Потому что текстовые задачи, в принципе, они все-таки математические, тут никуда не денешься. А вот задачи, которые выходят за пределы, я об этом чуть позже скажу, мы их назвали мотивационно-прикладными или практикоориентированными. Ниже написано, дается им определение. Это вот контекстные, сюжетные, текстовые задачи, задачи практикоориентированного междисциплинарного характера, описывающие реальные или условно-реальные жизненные ситуации и процессы в природе, обществе и производстве, решаемые математическим средством, в том числе методом математического, но я бы сюда еще добавила на сегодняшний момент и компьютерного моделирования, потому что и одно, и другое, в принципе, работает на внедрение математического моделирования в процессы. На самом деле математическое моделирование – это просто прикладная математика, и именно поэтому возможно применение этой прикладной математики как раздела или пласта науки значительно важно, и ему нужно обучать уже в школе. Здесь представлен, в принципе, тот же самый слайд, который был у нас и в прошлый раз, на всякий случай, для того, чтобы сказать, что научный метод, как общий метод, состоит из вот этих вот этапов всех, которые здесь написаны, а решение математических задач или прикладных математических задач и реальных задач средствами математики разбивается вот на такие 6 этапов, но этапы эти цикличные, вот здесь показано, то есть не нужно думать, что на 6-м этапе все закончилось. Здесь есть термин спираль фундирования, вот видно, что это спираль, и видно, что стрелка, которая от 6-го этапа идет в никуда, это фактически стрелка, которая показывает, что идет следующий виток или следующая спираль, то есть следующий этап фундирования. Вот. Этот термин ввел Евгений Иванович Смирнов в своей монографии. Мы придерживаемся тоже этого подхода, что действительно мы все знаем, что развитие идет по спирали, но вот в данной ситуации применено то
понимание, как математическое моделирование работает при решении задач различных мотивационно-прикладных, то есть текстовых сюжетных задач, и что можно делать с этой задачей, чтобы превратить ее в серию задач. Вот каждый переход на новый уровень спирали – это фактически новая задача. И вот так вырастает цепочка задач, как я покажу на примере дальше. Здесь тоже я включила вот этот вот элемент интеграции математики и информатики в обучении учащихся математическому моделированию, потому что все наши дети очень любят, ну, в основном, я имею в виду те, кто интересуется, они любят информатику, любят программирование, и это уже такой какой-то неразрывный процесс. То есть, ну, во всяком случае, на моем примере, все, кто хорошо занимается математикой, они очень хотят и занимаются еще и программированием, и информатикой, просто потому что сейчас такой век. И, соответственно, тогда вот интеграция математики и информатики работает и на задачу внедрения математического моделирования через компьютерное моделирование, то есть через либо написание программ, либо реализацию каких-то известных продуктов цифровых, тоже о чем будет сказано ниже. Теперь основным блоком все-таки именно что математическое моделирование – это огромный фронт, огромное поле. Я буду говорить о линейных оптимизационных моделях как об одном из видов математического моделирования, разделе, который, в принципе, открыл и признан основоположником Леонид Витальевич Канторович. В своей лекции Анатолий Георгиевич о нем говорил. Я сразу хочу сказать, что мои, так скажем, предпочтения именно этого направления вызваны тем, что я работаю во Владикавказском научном центре, в Южном математическом институте, непосредственно с Анатолием Георгиевичем Кусраевым. И когда мы поняли, что какое сложное знание можно внедрить, тогда мы, правда, это не называли, мы вот попытались линейное программирование адаптировать под школьника. Хочу сказать, что сейчас в ЕГЭ есть задачи оптимизационные, линейные. Это было не так давно сделано, так что мы можем сказать, что какой-то вклад в популяризацию или во внедрение этого процесса сделан и нами. Правда, задачи в том виде, в котором я буду сейчас о них рассказывать, в ЕГЭ, в смысле, вот в этом сборнике задач, в таком виде их нет. И метод решения там немножечко другой, но об этом скажу позже. Итак, Леонид Витальевич Канторович, выдающийся советский математик и экономист, и лауреат Нобелевской премии по экономике. Непосредственно Анатолий Георгиевич Кусраев является непосредственным его учеником. Вот, и именно поэтому он работал в Новосибирске и в Новосибирском академгородке. Кстати, вместе с Владимиром Николаевичем они работали у Глеба Павловича Акилова, который читал им лекции, который был автором совместного с Канторовичем учебника по анализу, выдающегося учебника. То есть не случайно линейное программирование стало темой сегодняшней лекции и темой нашей работы. Итак, хочу отдать должное Леониду Витальевичу Канторовичу и расскажу просто, это очень хороший момент для воспитания, наверное, и для популяризации математики для школьников. Действительно, факт достаточно, ну, такие очень интересные. В каком плане? Вот есть сайт. Здесь вот в этой презентации все ссылки кликабельные. Виртуального музея Канторовича. Это было посвящено, этот сайт, он на сайте Новосибирского госуниверситета есть вот такой раздел. Там есть все о Канторовиче, можно брать оттуда материал для исследовательских работ. Кстати, очень хороша исследовательская работа была бы, если бы она была междисциплинарной, например, история и математика. И вот о Канторовиче можно было бы поговорить. Там можно и математические задачи сделать, и исторические факты поднять. То есть это была бы хорошая учебная исследовательская работа. Там очень много разных фактов и ссылок на ресурсы. И вот считаю, что для исследовательской учебной работы вполне хорошо использовать этот материал. Но просто коротко скажу, что Канторович родился в 26-м, он родился в 12-м году,
а в 26-м поступил в 14 лет. В 30 он уже окончил университет, то есть достаточно рано мы видим. Вот. И в 1934 году он уже стал профессором Ленинградского госуниверситета до 60-го года, а в 1935 ему присвоили степень, ученую степень доктора физико-математических наук. То есть это событие в мире неординарное, и то, что Канторовичу, может быть, ну, не совсем еще по его заслугам, так скажем, популяризируют, говорит о том, что это дырка, и мы ее вот в таком виде хотим закрыть и пытаемся закрыть. Так, вот смотрите, что он писал в 1938 году в газете «Ленинградский университет», и подписано профессор Канторович, про научную работу про свою. Он уже сказал, что на 2-м курсе университета ему Фихтенгольц дал задания, и разные. И он вот решил все, и оказалось, что он решил то, что не было решено никем. И тогда Григорий Михайлович взял его в свой семинар по теории функций вещественной переменной. И вот так с Фихтенгольцем, это его непосредственный учитель, вот так они шли и дошли до вот тех результатов, которые есть. То есть вклад, конечно, выдающийся. То есть Канторович был очень известным исследователем, ученым, он преподавал уже в университете. И вот в 1938 году к нему обратились сотрудники Ленинградского фанерного треста. На первой лекции Анатолий Георгиевич касался этой темы, и он рассказывал именно о том, что это была за задача. Но просто хочу сказать, что 1938 год, нужна была оптимизация. Вы помните, там и стахановское движение было. То есть все старались оптимизировать производство, экономить, потому что страна жила в трудном состоянии. И вот нужно было оптимизировать процесс изготовления определенных продуктов из фанеры. И вот здесь написано, имеется 8 лущильных станков и 5 различных номенклатур материала. Производительность каждого дана в таблице, и нужно было установить такое распределение, то есть чтобы не было простаивания каких-то станков, и чтобы максимально получалось производство. Так, эту задачу он решил и обнаружил, что эта задача является... То есть там выпал сразу класс задач. Вот на предыдущем слайде написано, что математически эта задача сводилась к максимизации линейной функции многих переменных при больших ограничениях, описанных линейными равенствами и неравенствами. То есть, решив эту задачу, он понял, что это целый класс задач, и начал заниматься разработкой методов решения, в итоге которое привело к образованию нового направления в математике. То есть производительность зависела от того, какой материал обрабатывался, каким станком, и надо было сделать так, чтобы не было простоев, и чтобы максимальный был выход продукции. Да, здесь вот написано, что эта цитата, которая приводится, взята из книги Канторовича «Математические методы организации и планирования производства», которая была издана в Ленинградском государственном университете в 1939 году просто препринтом. Препринт – это предварительная публикация. Ну, вы помните, что почему так произошло? Потому что любой результат, который получен, допустим, ну, я говорю конкретно о математиках, потому что я это вижу, понимаю и реально говорю, что есть и так, и до сих пор так. Вот Анатолий Георгиевич, если много его работ было сначала издано, и другие математики издано сначала препринтом, то есть как бы сам издат, грубо говоря, но так и называется препринт. То есть прежде чем статью или возьмут в какой-то журнал, а это именно статья, просто на виде книги сделана, и надо засвидетельствовать как бы свое решение, что ты основоположник, то есть ты сделал этот результат. Потому что в мире всегда и сейчас точно так же одной и той же исследовательской проблемой занимаются многие люди, многие коллективы научные. И здесь вот лидерство открытия результата очень важно зафиксировать. И как раз вот Леонид Витальевич Канторович вот тем, что опубликовал этот препринт в виде
такой книжице, вот застолбил свое лидерство. И именно поэтому фактически в 1975 году он получил Нобелевскую премию, но он получил ее совместно с Ялингом Купмансом за вклад в теорию оптимального распределения ресурсов. Почему? Потому что в 1939 году вышла эта книга, а в период холодной войны на Западе тоже занимались тем же самым, как я и говорила, и переоткрыли это значительно позже, в 60-х годах переоткрыли. Вот Ялин Купманс был как раз одним из тех, кто фактически, ну, так скажем, переоткрыл это направление, там своими методами дошел, но они обнаружили, что Канторович сделал это значительно раньше, и поэтому они не могли обойти с точки зрения научной этики, как принято, они не могли обойти этот факт, и вот эту премию разделили два человека, Леонид Канторович и Ялин Купманс. Вот, да, ну, есть еще один человек, Данцик, который практик, который реализовал вот задачи решения, то есть он распространил фактически вот этот вот линейное программирование на практические задачи. Он их настолько внедрил в разные компании, он показывал, как работают эти методы, как можно решать оптимизационные задачи методами линейного программирования, как можно эффективно и результативно повышать производительность именно с помощью линейного программирования. Вот. И этот человек тоже, здесь я его не указала, но в презентации, но сказать об этом нужно, что есть еще один человек, который внес огромный вклад именно в популяризацию и во внедрение теоретической части линейного программирования вот в практику. Это Данцик. Далее, вот здесь приводится определение линейного программирования, и пример дается на двух переменных. Это уже непосредственно то, что можно сделать со школьниками. Две переменные у нас, вот здесь специально мы их обозначили x и y, потому что вот система линейных неравенств – это вполне, ну, вполне, вот мы разрабатывали курс, разработан он, вернее, есть элективный курс по линейным оптимизационным моделям, и я пробовала этот курс с разными детьми, в принципе, спокойно он заходит в 10 класс, хорошо он заходит в 9 класс, но я даже пробовала на 8-классниках, правда, на кружке. В общем, особых проблем не возникало. Там не такая, ну, сложной математики там нет, но это реальные математические модели, поэтому вполне и оптимизационные, и они хорошо заходят детям и дают возможность как-то расширить понимание, что вот у нас же идет увеличение сложности, так назовем, по функциям, как сначала линейная, как самая простая, потом там квадратичная, там и все остальные, да. А здесь другая вообще идея совершенно. Здесь просто линейная функция, ничего с ней нет. Но вот число переменных здесь меняется. И вот на уровне двух переменных вполне спокойно можно этот курс предложить школьникам 9, 10, ну, 11 классов. Мы делали это в классах с экономическим профилем в 10 классе и проводили в течение года этот курс. Здесь вот картинка такая, то есть есть такая задача, еще раз подчеркну, я использую все время этот сюжет, потому что он очень хорошо сделан и показывает все. Сделали это, я не знаю кто, опять-таки скажу, авторство вот этой картинки. И дальше то, что будет здесь с этого сюжета, принадлежит студентам, по-моему, Ярославского госпедуниверситета. Но они любезно на конференции «Колмогоровские чтения в Ярославле», я это вместе с материалами нашла эту презентацию, но там не было написано, кто автор. Поэтому вот благодарю автора, что это сделали, потому я распространяю всегда, учителя используют это, вот вы тоже можете использовать. Значит, итак, есть строительная компания, которая работает на 3 стройках. И есть 2 бетонных завода. Вот они показаны, завод 1, завод 2. На картинке показан выпуск в день бетонных заводов 1 и 2. И показано, сколько бетона необходимо на стройке 1, 2, 3.
Нам необходимо найти, ну, нам или руководителю стройки, тем более, что сейчас частных очень много, почему это актуальная задача. Она, в принципе, ее можно назвать транспортной, вот, но тем не менее это задача линейного программирования, и сюжет ее связан вот с перевозками. Необходимо распределить поставки бетона с этих заводов на каждую стройку так, чтобы затраты на перевозку бетона были минимальными. То есть нужно составить, разобраться, что здесь является переменными, что является целевой функцией, какие ограничения и так далее. Значит, вот анализ условия, ну, вы знаете, что в режиме вообще онлайн чем не очень хорош, тем, что презентация получается такая вот без анимации. Ну вот если бы там была анимация, там показано, как эти дороги подбегают к каждому. То есть есть 2 завода, 3 дороги, и вот от каждого завода показано, как дорожки эти бегут к этим стройкам. И в условных единицах в виде таблиц, то есть первое у нас была постановка задачи, да, второе – это взаимосвязи. Но сначала нужно анализ условий. Вот это идет анализ условия. Здесь переведены в таблицу данные. Далее. Теперь мы ищем ограничения, то есть это еще, и тут, правда, смешано как бы 2 этапа с точки зрения решения задачи в классическом виде, да, когда у нас там поиск способов решения, потом формализация. Здесь уже, в общем-то, в каком-то виде идет предмодель, создается предмодель, то есть формализация уже есть, потому что введены переменные. Но поскольку задача громоздкая по содержанию, то ввести переменные лучше сразу для того, чтобы потом разобраться с взаимосвязями. Но с линейной оптимизационной задачей это связано так, что это ограничение. То есть мы находим сначала описание стоимости перевозок, затем мы смотрим, какой план перевозок составляется, если ввести переменные. Переменными является перевозка с одного завода и из другого завода, X и Y соответственно. Выводятся здесь соотношения. Если вы у себя откроете эту презентацию, то она будет активна вся, то есть там все двигается, там заполняется все, а здесь в формате онлайн-презентации этого сделать невозможно, поэтому мы просто видим, что поскольку вот здесь, если посмотреть, значит, на одном заводе 380 тонн, на другом 320, даны вот эти вот 200, 220, 280 тонн, переменные с какого завода нужно на какой завод перевести, то есть вот написано, что на первый план перевозок на первый завод с первого, на первую стройку с первого завода X, на вторую стройку Y, и тогда всего, поскольку там 320 в день производится, то 320 минус X минус Y – это на третью стройку. Со вторым заводом, значит, здесь, поскольку у нас всего 200 нужно на первую стройку, значит, соответственно, со второго завода нужно взять разницу, то есть 200 минус X. На вторую стройку всего нужно 280, значит, соответственно, нужно на вторую стройку со второго завода 280 минус Y. Ну и на третью, если мы от 220 тонн отнимем вот то, что нужно на третью стройку x плюс y минус 100, то у нас получится как раз вот эти x плюс y минус 100, вернее, оттуда 380 со второго завода, если отнимем. И так вот получается, что ограничения мы подготовили, и теперь можно найти целевую функцию. Еще раз говорю, что на вашей презентации, вы когда скачаете, у вас будет это все, стрелки вот эти будут активно выходить, это все будет выплывать, а здесь просто показан итоговый вариант. Вот есть стоимость перевозок, и есть план перевозок. И вот теперь надо составить стоимость запланированных перевозок как целевую функцию. Вот нам получается целевая функция от двух переменных x и y. Вот такой вид имеет. Далее. Следующий этап – это этап построения математической модели, то есть собирается все в одну систему, ну, систему имеется в виду с точки зрения в один блок, так скажем. Значит, есть целевая функция, есть система ограничений, которые вытекают из взаимосвязи x и y, то есть переменных, которые там есть. И есть ограничения неотрицательности. В разных источниках делают по-разному. В некоторых и ограничения отрицательности, неотрицательности тоже ставят в эту систему. То есть есть разные позиции. Так вот эта задачка, которая... Ну и дальше решается она разными методами. Эту задачу можно решить графически, можно с помощью Excel, можно с программкой, то есть информатиков подключить.
Вот, и можно GeoGebra, мы ее решали тоже, то есть цифровыми инструментами. Эта задача на, смотрите, вот если я верну сюда, на минимизацию. То есть функция целевая, которая получается, и надо найти ее минимум. Следующая задача, ну, здесь сюжет, скажем так, это задача на максимизацию прибыли. Когда есть производство какое-то, производят которые табуретки и стулья, есть известно запасы ресурса, известно, сколько нужно каждого ресурса на, соответственно, одну единицу производства, то есть на одну табуретку или на один стул, и нужно понять, сколько же выпускать каких, сколько, вернее, закупать каких для того, чтобы закупать каких ресурсов для того, чтобы прибыль была максимальная. Тоже очень актуальная проблема, потому что сейчас все пытаются, ну, во всяком случае, ориентируются на такое научное предпринимательство, так это назовем. И вот владение научным методом и решение таких задач, и вообще этим блоком, ну, позволяет как-то на другой уровень выйти человеку, который что-то хочет создать. Вот здесь показано, опять-таки, это тоже, можно сказать, предмодель, но имеется в виду, что собирается моделька, формализация здесь на основе вот главного неравенства, что расход ресурса не может быть больше, чем запас ресурса. Вот на этом соотношении строится ограничение, и затем получается, записывается это все в одну математическую модель, где есть целевая функция, есть система ограничений. Ну, вот здесь вот на этом рисунке показана сразу неотрицательность в системе. И вопрос, при каком количестве продукции прибыль предприятия будет максимальной. Есть решение графическим методом. Значит, что делается? Строятся все вот эти... ну давайте вот здесь покажу. Строятся все вот эти соотношения. Надо сказать, что, как известно, неравенство задает полуплоскость, и пересечение всех этих полуплоскостей в данном случае вообще, в принципе, дает, если задача разрешима, дает многоугольник. Полиэдр его называют. И дальше нужно понять, где целевая функция принимает наибольшее значение. Ну, мы знаем, что обычно это, если задача хорошо собрана, то она, то есть разрешима, и нам, допустим, единственный, если вариант нужен решение, то это будет одна из вершин. Вот. Есть метод решения, о котором я не сказала, симплекс метод, который решает, как раз компьютерные средства решают это перебором всех вариантов и находят правильное решение. Но в основе лежит математика. И математика – это вот именно графический метод. Здесь с точки зрения стульев, конечно, не совсем красивые числа. Мне некогда было переделывать их, приношу извинения. Но давайте будем считать, что наиболее выгодно, такой ответ пока для себя сделаем, наиболее выгодно выпускать табуретки и стулья в одинаковом количестве. Ну, это пример того, как, вот, допустим, когда что-то получилось у нас, и вот нам не нравится сама фабула задачки, то есть надо подобрать такие числа, чтобы были хорошие стулья. Я себе эту задачу ставлю в следующий раз, и при следующей встрече подберу такие числа, чтобы все получалось хорошо, и чтобы там были целые числа в ответе. Еще один тип задач, это тоже на минимизацию, например, такой, когда нужно какой-то рацион оптимальный подобрать, чтобы и количество питательных веществ было хорошим, необходимым, ну и при этом, чтобы содержание, минимальная стоимость была. Эта задача, опять-таки, очень актуальна сейчас, потому что сейчас все сидят на диетах, особенно молодые девушки и молодые дамы, они хотят быть стройными, красивыми, ну и лишний вес никому не нужен. И вот я это все перевожу на то, что с точки зрения учебно-исследовательской деятельности для создания таких задач очень много ресурсов есть. И если разобраться с вот этой фабулой линейного программирования, хотя бы для двух переменных, то у вас будет целая серия учебно-исследовательских работ школьников, которая направлена на создание новых задач. Вот если мы так поставим задачу для учащихся, то вот эта вот коллекция задач – это тоже учебно-исследовательская работа. То есть там получено новое что-то, что новое получено. Получена новая задача, ее не было нигде, никто не может сказать, что она чья-то. Это авторская задача. И как раз в качестве примера вот мы приведем. Я приведу две задачи.
Одна задача – это задача, так мы ее назвали, двух картошек. Эта задача сделана совместно с Анатолием Георгиевичем Кусраевым, непосредственно при его чутком, так скажем, контроле, и очень много здесь фактически сделано им. Но моя роль в этой задаче тоже есть, поэтому мы считаем, что это такой коллективный труд. Вот. И задача такая. Некоторая фирма специализируется на производстве пищевых полуфабрикатов, подвергая дольке определенной обработке картофель, производит 3 различных продукта: дольки, кубики, хлопья. Дальше написано, что такое протехнологический процесс, что можно сделать из них, из какого картофель разной формы и разной там сахаристости, так скажем, и плотности. Из одних хорошо делать дольки, как ни странно, из других кубики, а из третьих хлопья. А и некоторые есть сорта такие, которых и так, и так. Вот есть 2 поставщика А и Б, при этом известные объемы продуктов, вот этих долек, кубиков и хлопьев. И известно, какое количество от одного и того же поставщика картофеля можно получить из 1 тонны. И нужно нам в итоге получить прибыль. Известно, что прибыль фирмы при закупке картофеля просто по опыту составляет разные единицы. Здесь написано 5,6. И дальше вот сам вопрос стоит так. Значит, для принятия решения нужно управляющему решить, какое количество картофеля следует закупить у каждого из поставщиков с тем, чтобы получить максимально возможную прибыль. То есть это вот линейная оптимизационная задача. Она решается, здесь всего 2 переменные, потому что 2 поставщика. Мы их здесь назвали x1 и x2 уже, в принципе. То есть более похоже на то, как решается задача с многими переменными. Решение этой задачи здесь показано геометрическим способом или графическим способом. Показано оптимальное решение. Вот оно здесь есть. То есть вот многоугольники, дальше целевая функция 5х1 плюс 6х2 должна найти в этом многоугольнике, это четырехугольник OPQR, должна найти наибольшее значение. И вот есть способ переборов вершин, потому что теория говорит, что если у вас все хорошо, то в одной из вершин будет. Но иногда бывает, что их бесконечное множество, то есть на стороне фактически идет оптимальное решение. Вот. И вот таким образом первый способ графический, он показан здесь. Дальше, второй способ показан, мы решали эти задачи с помощью Excel, с детьми очень хорошо решается, рекомендую, есть там прекрасные возможности, поэтому интеграция математики и информатики здесь в чистом виде, очень рекомендую с информатиками поговорить, они вам все расскажут, если вы этого вдруг еще не делали, и это будет такой совместный проект, математика и информатика, например, то есть дети придумывают свои задачи, показывают их решения с помощью этих методов, и это тоже один из видов исследовательской работы. Дальше здесь показано, как записано, прям что нужно сделать, внутримодельное решение. А вот недавно мы еще GeoGebra попробовали. GeoGebra тоже очень хорошо решает эти задачи. Ну, как решает? Это фактически наглядность самой задачи. Здесь та же самая задача показана, вот этот многоугольник показан, а вот 5,6, где такая яркая розовая, это целевая функция построена. Вернее, не целевая функция, а линия уровня целевой функции. То есть это конкретное значение функции какое-то, допустим, 5х плюс 6y равно там, или x1, x2 равно там 150. И построена вот эта прямая. То есть это как бы сечение получается целевой функции на плоскость вот эту x1, x2. И вот она двигается, вверх-вниз она двигается, розовая, и она достигнет вот той точки 4,5-3, если ее двигать. Но поскольку GeoGebra – это гибкая система, то там это хорошо видно. Теперь какая теория сидит в этом материале? Сидит такое, значит, когда задача разрешима, она разрешима в случае, когда множество ограничений, то есть множество этих полуплоскостей, например, в одной точке, и эта одна точка является оптимальным решением. Или, например, когда вот многоугольник построили, и вот этот вектор n, это вектор нормали,
А нормаль получается из коэффициентов при x1, x2, ну, в данном случае x1, но здесь xy, значит, перед xy. То есть вот эти вот функция прибыли, например, 5, 6, которая была в предыдущей задаче, это и есть вектор нормали. То есть целевая функция движется, вот уровни целевой функции, линии уровня, они движутся вот по этому вектору нормали. И видно, что только в одной точке достигается это оптимальное решение, то есть в данном случае наибольшее. И третий случай разрешимости – это когда она бесконечна. Вот линия уровня показана, перпендикуляр нормали, да, как движется линия уровня. И видно, что она упирается как бы в прямую, то есть в сторону. А раз сторона, значит, это бесконечное множество решений. То есть оптимальное решение будет бесконечно много, но прибыль, допустим, там, если это оптимизация максимальная, будет одна и та же во всех точках этого отрезка. Теперь неразрешимо. Вот здесь показано, что 3 области, например, то есть система 3 с 3, да, 3 с 2, вернее, 3 неравенств с 2 неизвестными, и они не пересекаются. То есть просто вообще нет никакого поля для нахождения решения. То есть ограничения не дают многоугольник, которые являются допустимыми решениями. И второй случай, когда система ограничений в принципе имеет вот там полуплоскость, вот эта вот полуплоскость, вернее, вот эта часть области показано, что есть, система дает ограничения, но сама функция, она не имеет на ней, например, ну, не ограничена. То есть вот уходит, допустим, нам нужно решать максимальное значение, а то она уходит в бесконечность, поэтому решения не будет здесь. Вот. У меня время закончится, мне еще нужно 4 минуты буквально. Смотрите, а вот здесь показана авторская задача, мы ее назвали «Кролики», и много лет уже этой задачки, но она просто хорошо разобрана от и до, и больше я такого ничего пока не придумала, просто в силу того, что другим занималась. Но, может быть, вы сделаете ли. Итак, значит, вот мы придумали такой сюжет, смотрели, какие там цены были, какие что, вот какие прибыли могли быть. Сейчас они, может быть, даже не актуальны, потому что, ну, цены немножко другие, но тем не менее. Значит, вот здесь задача прописана с точки зрения всех этапов научного метода, то есть метода математического моделирования. Про фермера, который выращивает кроликов 2 пород, русский косой и белый великан. И ему нужно получить в итоге максимальную прибыль. Он знает, сколько прибыли от каждого, от одного кролика каждой породы. И вот он должен, у него есть ограничения, которые там вот и известно, что вот число кроликов породы белый великан как минимум втрое меньше числа кроликов русский косой. Потом, что спрос разный, потом, что ограничения по клетке, которые перевозят, ну и так далее. Ну, то есть вот эта задача была составлена просто как бы из жизни тогда, когда-то, и мы вот на примере ее показываем, как это можно сделать дальше всем остальным. Второй этап – это анализ данных задачи по взаимосвязи и закономерности. Здесь не выписаны все предложения, на самом деле нужно было выписать все предложения, которые показывают связи. И как бы создание предмодели, вот с Владимиром Николаевичем у нас есть статья, где мы на текстовой задаче, в прошлой лекции, кстати, там есть ссылочка на eLibrary, вы можете зайти в мой профиль, и там есть все мои статьи, в том числе и задача, и статья вместе с Владимиром Николаевичем по поводу того, как метод мат-моделирования работает просто на обычной текстовой задаче. И вот там вводится термин предмодель. Это когда все взаимосвязи просто записаны словесно, пока без введения переменных x и y, отдельным блоком, как бы, то есть как некая схематизация фактически. Дальше здесь вот составлена уже модель на основе того, что мы изучили, исследовали. И дальше идет 4-й этап – внутримодельное решение. Здесь показаны 4 способа фактически. Ну, даже не 4, здесь будет 5 способов. Вот совместно с собственный программный продукт дети делали, но и на 2, и на 3 переменных. Здесь его не будет. Вот первый, это значит графический метод. Ой, здесь вот опечатка в слайде, это уже Excel. Вот. 2, да, здесь. Да, ну хорошо. Дальше.
Так, и дальше 5-й этап – это интерпретация, проверка адекватности. Я не стала писать проверка адекватности модели, потому что на самом деле в этой задаче проверка адекватности полученных результатов. То есть то, что дети получили, имеется в виду, ошиблись они или нет. Этот этап очень важен с точки зрения решения задач, потому что дети вынужденно привыкли решить задачу, бросить ее, не проверить и уйти в другую. И, соответственно, часто именно это бывает, ну, проблемой при сдаче там различных аттестаций. 6-й этап – это чувствительность модели, так мы ее назвали, построение модифицированной проблемы или задачи. Вот, то есть вот этот вот этап с точки зрения чистого математического моделирования назван, может быть, не очень корректно, но нам кажется, что моделью мы считаем тот блок, который мы построили в этой задачке, а вот проблему мы будем как бы менять в зависимости от вопроса. И вот фактически та задача, которая была, вместе с этими вопросами дополнительными, которые дают ну, другое уточнение, скажем, или обогащение, или модификацию какую-то, дает вот как раз цепочку задач. То есть вот здесь этих вопросов 8, вот последний 8, то есть здесь меняется что-то, данные, дети решают и смотрят, ну или кто решает, смотрят, а что же меняется тогда в ответе, то есть если какое-то условие мы поменяли. Но на самом деле это следующая уже задача. И вот так вырастает цепочка задач. Вот последний вопрос, 8, это придумайте задачу с большим числом переменных. Здесь вот написаны как раз то, что придумали мы для 4 переменных. Ну, есть, в принципе, и для 3 переменных. И вот эту задачу ребята решали с помощью программных средств. И у меня было 3 работы по линейному программированию, и больше как-то мы потом перешли на другое, но все из них получили хорошие результаты на конференциях исследовательских и на конкурсах исследовательских работ. Так как же организовать учебно-исследовательскую деятельность именно вот на этом блоке? Надо выбрать тему, потом собрать информацию. Вот дети, когда решали, они использовали источник. А теперь это можно чат GPT использовать, пожалуйста, что угодно. Только надо очень корректно его использовать. И вообще я люблю использование чата GPT детьми. Почему? Потому что там масса ошибок получается. То есть он не умеет еще нормально решать задачи, даже самые простые иногда. И вот когда ты разбираешь в том, что, допустим, ребенок воспользовался чатом GPT, и ты видишь, что там какая-то дырка, ты начинаешь с ним разбираться, а что же там не так, и это тоже очень хороший такой вот обучающий эффект получается. Дальше ставится задача ребенком, ну, понятно, что можно группа или детей, не обязательно одним, особенно сейчас командный метод. Потом выбирается метод или несколько методов, затем решается задача интерпретация, создание новых мотивационных, и вот так вот цепочка получается. После этого очень важный 5-й этап – это подготовка статьи о проведенном исследовании, где вы учите тому, как надо писать статьи, а результат научной деятельности – это либо статья, либо, ну, монографию не будем говорить, то есть статья, либо патент. Все, продуктом научного исследования является либо статья результатов, либо патент, если это экспериментальное исследование, а может быть одно и другое. И 6-й, значит, это доклад на конференции. И 7-й продолжение работы специально написала, хотя у нас там 6 этапов, но это переход на следующий этап. То есть вы составляете либо следующую задачу, либо вы это бросаете, либо вы развиваете это. И тогда получается у вас такая хорошая работа не на 1 год, а на 2, а может и несколько. Последнее, что скажу, это то, что есть прекрасные, если мы хотим углубиться в математическое моделирование, то есть прекрасный турнир, который, вот здесь ссылка тоже кликабельна, который проводит СУНС МГУ. Это турнир математического моделирования. Вот там есть 4 этапа. Первый есть «Мамонт», это как раз математическое моделирование. Сама задача на 3 дня дается. Предлагаю просто зайти и посмотреть, кому интересно. Вторая, мы вот, по-моему, практически сразу стали принимать участие, и ребята командой там работают, пока младшие, ну, в этом году уже и старшие были. Вот пока учимся, пробуем. Конечно, тут нужна связка науки и школы, это однозначно, потому что невозможно учителю научиться глубоко определенному объекту, ну, вот мат-моделированию, ну, невозможно. Просто это надо много сил приложить для этого и много времени. У вас его нет,
Поэтому нужно привлекать науку, пусть они подсказывают все время, то есть вот в тандеме работать. И кроме самого турнира, на котором в течение 3 дней решается практическая задача, методом, конечно, компьютерного моделирования, то есть они там математику применяют, но в основном они обработку данных делают. То есть дается куча данных, допустим, 10 тысяч данных, и надо выбрать, и надо найти, как, так скажем, зависимость, оптимальность. Вот в основном все задачи на оптимизацию. Что-то сделать лучше, что-то эффективнее. Но кроме этого есть еще 3 там конкурса. Это прикладная математика и вот конкурс оптимизационных задач, он сидит прямо там интерактивно. И вот Амар – это математика реальности. Но это на самом деле физика больше даже. Вот. Так что если глубоко уходить в математическое моделирование в обучении, то тогда именно вот прям на результат такого всероссийского уровня, то тогда вот этот турнир самое лучшее. Все выложено у них на сайте. Все задачи, которые были прошлых лет, с 15 и 16 года он проводится. И самое главное, что есть международный турнир, он проводится в разных странах, в основном это восточные страны, вот, достаточно давно, 20 лет уже, мы туда пока входим. Вот. И вот я очень рекомендую вот эту лекцию посмотреть, презентацию Авилова посмотреть, Константина, что такое математическое моделирование. Здесь ее приводить не стала, потому что просто некогда. Ну вот, в принципе, у меня, наверное, все. Большое спасибо за внимание. Я закончила. Закончила. Да, да. Спасибо большое за внимание. И, Тамара Борисовна, вас не слышно. Если вы что-то хотите нам сказать, то вас не слышно. Впустую, да. Значит, в лимит времени мы немножко исчерпали, поэтому я быстро. Значит, огромное спасибо предыдущему докладчику, то есть Вере Сергеевне, за интереснейшее сообщение. Я бы хотела сама прокомментировать, но уже времени мало. Поэтому я предлагаю, позволю себе предложить, чтобы вот я уже вижу, выкладывают люди комментарии в чате, и чтобы передать слово уважаемому второму докладчику, потому что я вижу, подключился Евгений Иванович Смирнов. Но я просто не могу, не удержусь сказать, что, понимаете, вот тут у Веры Сергеевны были в том числе упомянуты Давыдов, Гальперин и так далее. Вот это здесь было продемонстрировано. То есть вот освоение всего, что нам было предложено в самом общем виде. То есть серьезная математика, самое общее определение оптимизационной задачи, потом частный случай для линейного случая и так далее. То есть при всех геогебрах и всех этих вещах, если человек владеет, в общем, теорией, идеями, он эту задачу осилит и сможет решить. Все, я больше не могу позволить себе ничего говорить. Большое спасибо. Еще раз повторяю, все, кто слушал и были, могут высказаться. Вот в чате я вижу, пишут, спасибо, очень информативно. Будем составлять, решать задачи и так далее. Спасибо всем. Вера Сергеевна, я передаю слово вам, вы теперь дальше уже будете модератором. Спасибо большое, Тамара Борисовна, спасибо, коллеги. Я положу сюда еще, положили, вернее, файлы, вы посмотрите, мы вроде дали разрешение, там есть кнопочка файлы, вы туда можете зайти, там и презентация, и еще 2 книжки. Одна книжка – это математическое моделирование школьникам линейной модели, вот, там вся теория и практика, а вторая книжка – это монография моя, по познавательной самостоятельности, это моя диссертация, именно вот она была апробирована на элективном курсе вот линейной модели. Если интересно про сам курс, про разбивку и так далее, то это отдельная история. Я тогда, если вам это интересно, напишите, я тогда, может быть, где-нибудь минут 5 расскажу об этом тоже и дам материал. Спасибо большое, Тамара Борисовна, за представление и за модерацию. Я тогда прошу простить за то, что перебрала немножечко. Вот, хотелось больше вам рассказать и показать. Вот, но сейчас я хочу пригласить Евгения Ивановича Смирнова для лекции
Вот, у него было что-то там со входом. Ира, все получилось? Евгений Иванович уже с нами? Да, Да. есть, да. Только Евгений я Иванович, вы нас видела. слышите, видите? Вас не слышно, Евгений Иванович. У него нет, у Ага, него... слышно, слышно и видно теперь, да. Да, значит, я все нормально, все слышу, вижу, и, значит, вы меня, судя по всему, слышите. Надо мою презентацию вторую подключить. Просто, опять же, Вы как вчера. сами будете или Нет, Ира? нет, лучше как вчера, потому что опять я там что-нибудь мы запутаемся. Так, Ира, ты Сейчас я готова? секундочку сделаю, да, 2 секундочки, пожалуйста. Там номер 2. Да, 2 секундочки сейчас. Мгм. Она загружается, так что вы можете Ну, открыть и понятно, листать ее. Ага, сейчас. Коллеги, пока, значит, листается, может быть, какие-то были вопросы по вчерашней лекции Евгения Ивановича? Или, может быть, Ну, вы... я могу начать, да, действительно, если, значит, слушатели все на месте, тогда, значит, сегодня мы будем рассматривать практикоориентированную часть, то есть технологическую часть, то есть вот то, о чем я рассказывал вчера, такие теоретические концепты, инновационные, ну, я без скромности скажу, что, ну, в принципе, в России никто этим не занимается, кроме популярных людей, которые, ну, время от времени говорят на эту тему. Это вот Черниговская Татьяна Сергеевна, вот, и целый ряд. Саватеев, значит, тоже говорит на эту тему, но немножко в более математическом аспекте. Вот. А с точки зрения методики, технологии, значит, и в том числе связанной с грамотностью математической функциональной, и в том числе связанной с другими аспектами формирования личностных каких-то качеств и так далее. Вот, ну, как-то вот, ну, есть мои ученики, конечно, эти магистранты и прочие занимаются этими вопросами, но даже на уровне диссертации, никто еще пока как бы, ну, не вошел в эту линию с тем, чтобы, значит, вот создать какие-то теоретические концепты, которые связаны с тем, что сейчас в настоящий современный период для того, чтобы учителю быть успешным, для того, чтобы сдвинуть с мертвой точки уровень и качество теперешнего математического образования, у меня возникает только одна единственная мысль. Это можно сделать вот только таким путем. То есть максимально включая мотивационную сферу. То есть то, что я вам сегодня буду показывать, о чем вчера говорил, все эти современные достижения в науке, они должны будить мысль, они должны будить эмоции своими прикладными аспектами и прочее. Они должны вызывать интерес. Это самое главное. Первое. Второе. На этой волне мы начинаем подгружать адаптацию вот этих современных вещей, современного знания, интегрируя науку с образованием. И в этом контексте у нас всплывают практически почти вся школьная математика, геометрия, алгебра, начало анализа. И все идет не просто дискретно, давайте это изучим, потом забыли начисто все. Вот. А вопрос идет о том, что они идут в контексте, они идут в интеграции с каким-то эмоционально принятым знанием, современным научным знанием. И это очень важно, это может сдвинуть с мертвой точки. Конечно, на уроках, как бы на всех уроках или даже на части нормальных обычных уроков, это реализовать можно только фрагментарно. И то нужно это делать фрагментарно. В основном речь идет о внеурочной деятельности, о элективных курсах, о факультативных курсах, о проектно-исследовательской работе школьников. Но суть-то, опять же, главная суть, опять же, достаточно с моей точки, я 10 лет об этом говорил, о том, что надо включать вот в эту деятельность каждого школьника, каждого, и того, который не успевает, и одаренного, каждого. И я об этом говорю уже лет 15, и вдруг я в последних документах, значит, то ли правительства, то ли, значит, нашего министерства, вдруг увидел, что они нацеливаются на каждого школьника. Я, правда, точно не могу назвать, в каком документе, но я впервые это увидел. Вот такие моменты. Понимаете?
То есть мы должны держать в поле зрения каждого школьника. А это опять что? А это опять психология. Это опять знание каких-то диагностических методик. Это опять знание того, а как мы можем включить каждого школьника, а что он из себя представляет. Это сложная задача. Это сложная задача как с точки зрения педагогики, психологии, с точки зрения адаптации математики, современного научного достижения и, конечно, с точки зрения самой методики, то есть как это организовать, как бы, чтобы в этом участвовал каждый школьник. Ну, не частично, я вчера об этом поговорил, вот эти концепты, а сегодня все посмотрим практически, то есть вот то, что я сказал, что около 40 уже этих самых разработанных объектов у меня есть моими учениками, магистрами, студентами, молодыми учителями, вот, то, собственно говоря, там-то как раз это все и реализуется, причем реализуется, ну, по документам, которые пишутся в магистерских работах, там валидность их и так далее. То есть все подтверждается какими-то статистическими критериями о том, что эффективность как раз присутствует. Ну, конечно, здесь много всяких проблем, и давайте просто конкретно посмотрим. Сейчас пока не вижу презентацию. Ира, включайте презентацию. Ира. Не пойму я, что. Идет. Так, ну да, вот она эффективной практики. Значит, так оно и есть. Теперь мне нужно на доску нажать, наверное, да? Чтобы листать. На Нет, доску. давайте я сама буду листать. Я уже открыла, не понимаю, что. Почему? Не понимаю, кто выключил презентацию? Это я нажал на доску, может быть, это из-за этого. Давай, значит, Евгений Иванович, тут такая ситуация. Либо вы открываете у себя, я скажу как, либо мы открываем у себя. Но тогда листаем мы, а вы говорите следующий слайд. Как лучше? Так, что-то куда-то, Евгений Иванович, выскочил. Ира, ты на связи? Ответь мне, пожалуйста. Не вижу. Иру я тоже. Так, проверяем. Евгений Иванович, вас почему-то не слышно и не видно. Что-то не пойму. Ну, давайте на всякий случай презентацию включим. Сейчас. Так. Я выведу на экран презентацию, тогда буду листать. Видимо, какая-то техническая проблема. Сейчас выясним, что.
Так, ну вроде бы тут все опять у нас появилось. Да, вроде все хорошо, я буду листать вам А, презентацию. вы будете листать, да? Да, Ну, да, ну давайте, поехали. Тот, кто открывает, тот и листает, вот так. Хорошо, давайте следующий тогда слайд. Так, наверное, вы проскочили немножко, нет? Ну вот лекция 2. Так. Раньше надо, раньше я Не-не-не, пролистала. все, ищи, проехали, да-да-да. Этот, вот сейчас нормально. Ага, так, потом, вот давайте, хорошо. Значит, ну, давайте с этого начнем. Не-не-не, предыдущее оставьте. Значит, напоминаю все-таки опять, значит, над чем мы работали. Значит, мы с вами хотим адаптировать сложное знание, которое, как правило, понимается у нас современное достижение в науке или в науках, как угодно. В основном это речь идет о математической науке. Вот. Хотя есть и пограничные зоны разные. Но самое главное, вот после того, что я говорил о понятии сложности, наше понимание сложности, оно отличается от того, может быть, что обычный учитель думает, что такое сложное знание. Да? Я уже об этом 100 раз говорил, что мыслится в основном под сложным знанием. Мы под сложным знанием понимаем то же, что думает каждый учитель на эту тему, и лекций были много на эту тему. И плюс к этому симбиоз математического и компьютерного моделирования как одна из важнейших частей. То есть мы не хотим рассматривать такую математику, где не надо использовать информационные технологии. А все современные какие-то вещи, которые интересуют школьника, молодого человека, они всегда, почти всегда связаны с цифровизацией, они связаны с информационными технологиями, они связаны с какими-то средами серьезными. И поэтому все, о чем я буду говорить, это симбиоз математического и компьютерного моделирования. И это самое на самом деле важное. В том числе, там еще много всего другого. Ну, и здесь я опять немножко говорю о том, значит, как мы собираемся вводить вот это наше знание, это наша сложность и когерентность соответствующую в целостности представления. Это то, что по Гегелю называется тезис, то есть утверждение. Затем, помните триаду, философскую триаду: тезис, антитезис, синтез. Это философская триада гегелевская. Мы следуем в том числе и такой триаде. То есть тезис – это утверждение, то, что мы хотим, принципы, технологии, содержание и так далее. Единство внутренних внешних связей. Второе – антитезис, обоснование. То есть мы хотим обосновать то, что мы хотим вам представить, что это не просто так. Там есть основы какие-то, базисные конструкты, которые валидны и так далее. Это называется антитезис, он обязателен. Если вы тезис сформулируете, начнете что-то рассказывать без антитезиса, без серьезного обоснования, методологического обоснования, то вряд ли стоит ожидать серьезных результатов. Ну и третье, это, конечно, синтез, то есть доказательство. То есть валидность наших результатов, эффективность наших принципов, а у нас это самоорганизация и другие вещи, связанные со сложным знанием. То есть мы идем как раз вот в этой триаде философской. Идем дальше. Можно дальше пролистнуть. Версия Гена. Можно дальше пролистнуть. Да. Вот. Ну и, конечно, как я уже об этом говорил, значит, все это упирается в проблемные зоны. Любая работа, какую бы педагог не начинал, она всегда начинается с проблемы, с проблемной зоны. Нельзя просто так взять и сказать: а давайте-ка я займусь там вот этой темой, вот надо бы с ребятами позаниматься вот с этой темой. Нет, нужно всегда исходить из проблемной зоны. Что волнует ученика, учителя, процесс обучения? Вот во всех 3 сферах есть проблемные зоны, серьезнейшие проблемные зоны. Ну и в этом контексте, конечно, мы идем как раз от этих проблемных зон. Вот. И, естественно, наша методологическая основа – это, значит, куб сущности, который я вам представлял на прошлой презентации. Он есть там, вы можете внимательно его посмотреть. Эту целостность движения, освоения и, значит, оснащения этой сущности. Второе – это проблема, связанная
с цифровой средой и самоорганизацией, диалогом культур. Это все тоже в комплексе идет. Третье, как я уже сказал, это фактор импульса вот этой самоорганизации. Я их перечислял некоторые. Это не все как бы, и это мое мнение, мои взгляды. У каждого могут быть дополнения, какие-то изменения и так далее. Но они обязательно должны быть. Вы должны сначала понять, а как запустить этот процесс самоорганизации, чтобы школьник от просто слушателя перешел в активного слушателя, то есть занялся вот этой аспектой или, скажем, методологической концепцией субъект-субъектных отношений, да, вот, скажем, если вы там увлекаетесь этими, то у нас есть там личностно-ориентированная, есть личностно-деятельностные всякие подходы, а есть субъект-субъектные подходы. Это когда ученик, когда субъект выходит на уровень активности, на уровень самоорганизации. Это как бы тоже лежит в поле нашего зрения. Ну и учитель должен тоже об этом думать. Ну и, конечно, это особенности вот когнитивной исследовательской деятельности, которые в этом случае возникают. Это симбиоз математического компьютерного моделирования, я об этом уже сказал. Ну и, конечно, критерий целостности. Давайте следующий момент. Критерии функции. Да, вот это куб сущности, можно пролистнуть его. Я уже о нем сказал. Вот. Это, значит, пути освоения конкретно вот этих проблемных зон. И они тоже, может быть, остановиться можно немножко на этой теме, потому что, видите, даже с внешней точки зрения тут какие фамилии, да, перед нами. И Гуссерль, и Хайдеггер, и Фридман, Альтшуллер там, и другие. Давайте поэтому немножко остановимся. Итак, конкретно проблемная ситуация. Мы хотим с нее начинать. Как я уже сказал, это не обязательно линейная структура, раз это сложное знание, и мы хотим развернуть ее сущность. В каких направлениях это может быть развернуто? Ну, это может быть развернуто в направлении, значит, этой сущности, то есть усложнения математических абстракций, этапов и логики, то есть движение к самой сущности за счет абстрагирования. Это такой довольно сложный путь. И, ну, как бы путь, который, ну, не всем его осилить, этот путь. Потому что абстракция, математическая абстракция – это довольно серьезная вещь, серьезная голова, и не у всех она есть, эта голова. И поэтому тут нужно быть очень осторожным вот на этом пути, уровневость и так далее. Ну, а второй путь – это распредмечивание проблемы на составляющие компоненты и аккумулирование дополнительной информации. И то, и другое, то есть, ну, нам более привычно второй путь, но и то, и другое – это есть фундирование знаний в их конструктах в разных направлениях. Это Гуссель и Хайдеггер. Можно идти в одном направлении, движение к сущности, а это опять фундирование. От частного к общему идем, по этапам сущность проявляется все больше и больше, в конце концов, но требует большой абстракции. Второй путь наоборот. Наша сущность довольно трудно воспринимаемая, поэтому что мы делаем? Фундируем ее. Если мы хотим сформулировать понятие длина дуги, это довольно сложное математическое понятие, то мы прежде всего говорим, а что такое спрямляемая дуга? Да это ломаная просто-напросто. Мы фундируем понятие длина ломаной. Да, всем понятно, что такое длина ломаной и как ее посчитать. Вот. И с этой точки зрения это другой путь фундирования. И тот, и другой Хайдеггер и Гуссерль приветствуют. Фундирование может идти в разных направлениях, поэтапное фундирование. Вот. Ну, значит, как я пишу здесь, историогенез решения задач, наиболее приоритетным для методики считается метод второго плана. Это и Поя об этом говорит, и Фридман, и Саранцев, там Альтшуллер и так далее. Это вот распредмечивание проблемы на составляющие компоненты и аккумулирование дополнительной информации. Да, ну давайте следующий слайд, посмотрим все-таки какой-то примерчик, чтобы было понятно, как это все делается. Ну, с одной стороны, значит, функциональные критерии целостности мы здесь наблюдаем. Ну, здесь все написано, я тут, собственно говоря, обращу внимание только на последний. Ну, первые три более-менее понятные, значит, там модели, онтологический инжиниринг, иерархии, функционал, полнота, все это понятно. Второе, внешние связи и обобщение, значит, тоже целый спектр механизмов, которые управляют этой целостностью, и можно к ней стремиться по этим конструктам, даже можно сказать концептам. Вот. Дальше речь идет, конечно, о вопросах, связанных с мотивацией, с вопросами
конструирования этих банков задач, соответствующих и так далее. А вот последний, 4, довольно необычный. Но я всегда в своих лекциях и, значит, в работе своей преподавательской всегда на это обращаю внимание. Если мы встречаемся с любым концептом, какой угодно, школьный, вузовский, так сказать, там понятия, теоремы и так далее, мы всегда должны выходить на пределы роста. Вот видите, даже указал Медоуза. Называется «Пределы роста» в контексте критического реализма Поппера. Ну, видите, что у меня много философских опор, скажем так. То есть это, собственно говоря, ведет свое начало от критического рационализма Поппера. Вот. Но с другой стороны, научность познания говорит о том, что мы должны обязательно, работая с конкретным концептом, конструктом, мы должны обязательно говорить о том, когда же нарушается наша целостность, когда идет потеря существенных связей, когда наступают пределы роста нашего объекта. Это очень важно. Это функциональный критерий целостности. Да, ну вот смотрите, я вот вам показал, значит, как идет вот это наличие этапов выделения и использование вот этих известного подключения дополнительной информации. Ну, может быть, не всем понятно, но я думаю, что и школьникам это все понятно, если, так сказать, выйти на соответствующий внеурочную деятельность. Итак, проблема. Как доказать наличие счетной мощности у множества алгебраических чисел, да? То есть первый путь, как бы, ну, которым я потом буду говорить, говорит о том, что надо как-то нам решать эту задачу, двигаясь к решению, так сказать, за счет каких-то абстракций, более ситуаций и так далее. А здесь идет вот наш второй путь, стандартный. То есть вот эти 6 этапов. Вот, когда мы сначала определяем алгебраическое число как корень уравнения n степени с целыми коэффициентами, потом берем множество, берем, смотрим, сколько же всего корней там может получиться действительных, значит, у такого множества. Затем смотрим, какова степень многочлена, от чего это зависит, от каких комплексов и сколько их всего таких появляется многочленов. Это все можно посчитать со школьником нормально, это все понимается прекрасно. Вот. Затем находим счетную мощность таких комплексов, это называется теорема об индексах. Вот, счетная мощность. Вот, а затем уже спускаемся до всего множества этих алгебраических чисел за счет диагональной теоремы соответствующей. Вот, пожалуйста, конкретный пример, как это все можно делать, как это распредмечивается конкретно по этапам, расширяя и дополняя информацию. Но это не наш путь. Мы этим пользуемся, и учитель в основном этим пользуется распредмечиванием, если это хорошо, если он это пользуется, но мы пойдем, как говорил Ленин, другим путем. Следующий слайд. Следующий слайд. Ну, это, значит, вопрос, который уже стал классическим, то есть как происходит глобальное фундирование, то есть переход от наивного знания к его обобщенному конструкту, как раз по второму моему пути. И вот эта спираль фундирования, которая показывает, как нам достигать поэтапно вот этой сущности. Дальше можно, потому что это учителя трудно будет посмотреть. Вот. Таким образом появляется необходимость, значит, работать именно в первом направлении, то есть движение к сущности обобщенных конструктов. Это очень важно. Это очень важно, потому что если мы поймаем эту сущность, не просто распредмечиваем задачу, а поймаем сущность саму, то мы сразу ловим целую когорту этих задач, когорту подобных задач. Это очень важно, но и трудно. Вот. Ну и, конечно, на этом пути, как я сказал, что это трудно, это не всегда получается. Давайте посмотрим. Следующий слайд. Следующий. Ну, например, проблема выбора эмоционного билета, да, значит, и вы уже, значит, помните, я, может, говорил на задачу, что сдается экзамен, и 35 билетов выучил, 40 не выучил, вернее, 5 не выучил, каким ему идти в очереди, если билеты возвращаются потом на авиационном столе на место, то есть первым ему идти лучше или там какие-нибудь там, не знаю, 36-м. Ну,
Это вероятностная задача, решается используем теорему полной вероятности. Дальше следующее можно. Вот Афанасьев предложил свой путь решения. Вот посмотрите внимательно. Можно его учителям использовать, скажем, на разных вариациях, не только с экзаменационным билетом там, и так далее. Это как пример на полную вероятность. Вот. И вот он граф строит, это как бы его находка через теорию графов. Но что мы видим? То есть что значит мы взяли там, допустим, там 20-25 или там 35-40, значит, сочетание. Здесь 20-25 как раз пример. Мы видим, что мы можем посчитать эту полную вероятность, вот видите, и саму вероятность, которая нам нужна, за счет по вертикалям движения по каждому этапу. Да? И вот видите, на первом этапе там нужно посчитать там 2 суммы, потом значит, надо посчитать побольше, потом надо посчитать побольше. И спрашивается, а если мы пойдем таким путем? То есть мы идем как бы, а к чему же мы идем-то? Если мы пойдем и будем решать эту задачу, и у нас n будет достаточно большим, ну даже 35 это уже много, или 40 это уже много, потому что нам же нужно на каждом шаге считать и проверять, что на каждой вертикали у нас получается одна и та же вероятность. Это делается вот по этим там формулам. Но представьте себе, что у нас будет сначала произведение 3, потом 4, суммирование сначала 3, потом 5, 6, 10 там. Это очень неудобно получается для просчета, очень неудобно. И тогда возникает вопрос. Ага, мы идем, расподмечиваем нашу задачу, но она становится совершенно неподъемной. То есть если мы дали школьнику конкретно проверить конкретно, что данная теорема имеет место, что действительно вероятность одна и та же, идти первым, вторым, 36-м там и так далее, вероятность все равно одна и та же будет. Вот. Но это упирается в какой-то счет. Причем формулы достаточно громоздкие. Здесь всего показано, так сказать, там 2 тройки суммирования, а там пойдут уже, я уже сказал, там десятки таких суммирований и десятки произведений. И как же это поднять, вообще говоря? Ну ладно, привлечем компьютер, значит, там, но компьютер-то нам может конкретно только, или калькулятор, посчитать все. А как нам сказать, что возникнет на 37-м шаге? Понимаете, это мы должны вывести общую формулу. Мы должны вот эту сущность поймать. И честно скажу вам, я не знаю, где эта сущность. То есть я Афанасию Владимиру Васильевичу об этом говорил. Говорю, Владимир Васильевич, вот хорошо, если у тебя там 5 человек или 10, и нужно вертикаль посчитать там 9 раз. А если 25-40, а если 100, то как же считать-то вообще? Общей формулы-то нет. Или ее можно как-то надо выводить, эту общую формулу, чтобы завести ее. Но она тоже будет громоздкой. Если даже мы ее обобщим, значит, должен быть какой-то другой путь сущности этой. И я не знаю. И Афанасьев не знает. Он говорит, я не знаю вообще, как по-другому-то это самое, получить эту обобщенную формулу. Идем дальше. Идем дальше. Вот. Ну или другую проблему, связанную с n производной. Ну я быстренько здесь проскочу, потому что это студенты решают эту задачу, и она не такая сложная, и для школьников в том числе. Ну, допустим, речь идет о нахождении производной, параметрически заданной функции. Вопрос тоже школьный, для внеучебной деятельности достаточно несложный. Вот. То есть мы можем вывести формулу для первой производной, для второй производной. Вот. Спрашивается, а если третья, четвертая? Давайте следующий слайд. И оказывается, что вот мои ребята, те же самые абитуриенты первого курса, студенты уже первого курса, вот, я им задачу дал, они добрались до 4-й производной, до 4-й они добрались, и вот видите, вот эта формула. Для 4-й, тут даже 3-я производная, а и 4-я, да, 4-я. Вот. 4-я производная. Я говорю, а где же общая эта формула? Такого уже не может быть. То есть нельзя работать с эмпирическим знанием. Помните, знаменитые вещи, связанные с давыдовским обобщением, да? Может быть эмпирическое обобщение, а может быть теоретическое обобщение, да?
Вот. И он говорил о том, что надо, вообще говоря, выходить на третий уровень, да, то есть на теоретическое обобщение. То есть надо выводить общую формулу. Общую формулу. Это расширяет спектр наших решаемых задач и дает основу для научного, так сказать, познания в том числе. И опять тот же самый вопрос. Мы попытались двигаться нашим вот этим первым путем, о котором я говорил, и что же тогда? И получается, что у нас, мы даже вот на этих задачах упираемся во что? А нет этой общей формулы. Мы не поймали эту сущность, и никто ее пока не поймал. Если по интернету пороетесь, то вообще вы не найдете формулу для n производной параметрической заданной функции. Не найдете. То есть никто ее не вывел, он не знает, что это за формула. Но она есть совершенно точно, эта формула. И, может быть, достаточно оптимально можно ее представить, эту формулу. Но ее нет. Никто ее не получил. Точно так же с предыдущей задачей. Следующую можно. Слайд. Следующий слайд. Вот. Поэтому мы с ребят... Нет, верните предыдущий. Вот. Значит, поэтому мы с ребятами, конечно, зная вот эти вещи, и второй путь распредмечивания, и сложности на пути получения обобщенного знания сущности, что очень важно, еще раз повторяю, особенно для учителя, искать обобщенные конструкты во всех ваших действиях. И вот нашим ребятам давал задачи, которые, уже становятся в этом плане решаемые. Некоторые не до конца, я это покажу. Но вы увидите, что это может быть цикл лабораторных расчетных занятий, веб-квесты, проектно-исследовательская деятельность, селективные курсы, факультативные курсы. Вот здесь я написал на слайде 30 инноваций уже освоено в данном направлении, а самих этих курсов элективных уже около 40. Следующий. Это уже реально в школе работает. Реально работает в школе. Вот кто-то написал: ой, мне это сложно. Что-то вот мы сложно. Да, ребята, мои ребята, студенты, идут в 10 класс и рассказывают это все школьникам 10-11 класса, и все прекрасно все понимают, и все прекрасно делают лабораторно-расчетные работы, и уже не в едином количестве, а во многих. И вот я хочу поговорить об одной из такой задачи. Мы же практикой конкретно занимаемся. Значит, цилиндры Шварца как фрактальный объект. Давайте. Следующий слайд. Угу. Вот, следующий. Да, вот это лективный курс «Фрактальные характеристики цилиндра Шварца». Это вот сам Шварц. Можно уже проскочить, 19 век. Вот. Я остановлюсь вот на этом. Можно остановиться на предыдущем. На предыдущем можно остановиться. Еще назад. Вот так, вот здесь. Вот. Дело в том, что, поясняю, потому что если кто-то из учителей этим вопросом заинтересуется, то ему придется погрузиться в историю-генезис. Почему? Потому что у нас здесь Шварц жил в 19 веке, и великие математики конца 19 века, они решили дать определение понятия площадь поверхности. А что такое площадь поверхности? Это, вообще говоря, школьное понятие. И все прекрасно понимают, о чем мы говорим. А математики решили в конце 19 века, это был век солидного расцвета математики, решили дать определение, а что же такое площадь поверхности. И великие математики дали его неправильно. И вот Шварц придумал контрпример, цилиндр Шварца, и мы его увидим, который показал, что даже великие математики ошибаются. Они дали неправильное определение площади поверхности. Они его дали так, как делается на плоскости, длина дуги определяется. И оказалось, что на трехмерный случай это не переносится. И Шварц придумал свой контрпример. Значит, хотя площадь можно находить и методом развертки, и методом исчерпывания с древних времен. Мы это знаем. Дальше. И тут важные, интересные вещи. Это и получается подход Пенковского, метод Пенковского, когда мы окутываем слой некой таким толщиной и считаем, потом переходим к пределу, и на картиночке видно следующий, и это можно получить адекватный результат, скажем, для сферы той же самой. Вот. И вот, наконец, парадокс Шварца. Вот вы видите этот цилиндр или сапог Шварца, на который вроде бы разбит так же, как мы действовали на плоскости, а в конце концов оказывается, что вот эта многогранная поверхность, которая совершенно прекрасна и видна на картинке, ее можно сделать экспериментально, и все это дело
поработать с площадями там, и так далее по этой формуле. Но оказывается, что если m – это число слоев, и n – это n-угольник, вписанный в поперечное сечение, если они будут связаны вот такими условиями, которые здесь, то иногда эта площадь уходит в бесконечность. Вы поняли, проблемная зона. Да? С одной стороны, математики не могут дать правильного определения площади. С другой стороны, есть какой-то пример конкретный, понимаемый, когда мы имеем какой-то парадокс. Как же это может так быть? Многогранная поверхность прижимается к боковой поверхности цилиндра, она реально прижимается, ну, математики поймут, это равномерная сходимость, не только даже сходящаяся последовательность, а равномерная сходимость. И тем не менее у нас площадь вот этой многогранной поверхности уходит в бесконечность. Как же так может быть? Интереснейшие вещи даже на этом уровне. Идем дальше. Как же с этим разобраться, с этой проблемной зоной? Вот это фрагмент этого цилиндра Шварца. Дальше. Вот, это вот формула, еще раз, понятно. И вот 5 ключевых задач, которые решаются вот на этом элективном курсе с использованием GeoGebra, Qt, Крютера, MATLAB, Maple, то есть используются среды, системы динамической геометрии и так далее. Причем можно рассматривать и конус, и сферу, и цилиндр, и тор, и я сам только рассмотрел первые 3, до тора еще не добрался. И в мире никто еще до этого не добрался. Вот. Но первые 3 уже что-то там есть какие-то, и ребята делают какие-то результаты, получают. Но без информационных технологий тут нечего делать, потому что если мы разбиваем и этот цилиндр, то у нас n, мы же не можем разбить на 5 частей, там, что там смотреть и считать. Мы разбиваем его на 100 частей и делаем 1000 слоев. А как это можно посчитать, такую многогранную поверхность по той формуле? Только компьютерно. Поэтому создается компьютерная программа, и она все считает, рисует графики, там, зависимости. Это очень интересно. И ребята уже много занимаются. Ну, дальше можно пройти следующий слайд. Можно следующий. Вот вы видите уже содержание, ну, темплан практически. Идут задачи для актуализации проблемных зон. То есть, видите, здесь можно разные задачи ставить. Видите, сколько задач. Вот через каждую запятую идет конкретная задача для конкретной малой группы. Значит, для конкретного человека, для поисковой исследовательской деятельности. Все это не придумано, это все ребятами прорабатывается и проработалось уже. Вот, все эти случаи. Дальше можно. Задачи актуализации, да. Дальше это можно прояснить, чтобы не пугать людей. Вот. А вот это, значит, нет, можно предыдущий слайд все-таки вернуть, он как раз не напугает. Вот. Дело в том, что когда мы включаем вот этот компьютерный анализ, у нас появляется, как ни удивительно, а это всегда подтверждается, какое-то побочное знание, а именно возникает сценарий Ферхюльста. Видите, внизу желтенькая идет, это площадь вот этой многогранной поверхности. Видите, сначала она идет равномерно, а потом начинает слабо увеличиваться за счет n и m, уходящих в бесконечность. А затем наступает точка бифуркации. Видите, точечка, когда возникает уже 2 линии, потом 4 и так далее. В конце концов возникает хаос. Ну и площадь уходит в бесконечность. Понимаете, это закономерности роста площадей. А сверху идет закономерность роста углов. То есть как между этими треугольничками нашей многогранной поверхности угол, и если там критическое значение угла, оно есть. Вот видите, там точечка первой бифуркации, это есть критическое значение. Идем дальше. Это все выясняется, это идет анализ. А оказывается, можно разбивать не только на равномерные слои, а можно разбивать на неравномерные слои. Видите, вот я формулу взял какую-то, непонятно, ну она понятная всем, сумма первых натуральных чисел, m натуральных чисел. Но эта формула позволяет нам разбить ту же самую высоту на неравные промежутки. И тогда возникает более сложная формула. И ребята ее находят, они считают, там одна геометрия, там ничего нет такого серьезного. Вот. Ребята ее считают, но формула гораздо сложнее. И дальше можно. Но получив не только эту формулу, а видите, можно брать и сумму квадратов, разбиение другое будет. Можно сумму нечетных чисел, вот другое разбиение. Можно сдвигать углы
поворота каждого слоя на этом цилиндре Шварца, видите, на 30, на 60, на 90 градусов. То есть что произойдет у нас вообще тогда с нашим объектом? Идем дальше. Это все потенциал проектной деятельности. Идем дальше, пока пропустим это, чтобы на времени уже у нас поджимает. Это вот мы высчитываем формулы опять. Получаются фрактальные кривые. Стоп, вот здесь остановиться можно. Вот. Дальше, после того, как мы исчерпаем НМ по специальной технологии, у нас получается фрактальная поверхность. Фрактальная поверхность, о которой ничего не известно. Ни площадь синенькая, ни объем соответствующего куба Шварца, который я назвал. Это интереснейшая задача, которая некоторые из них не решены до сих пор. Нигде и никем. Идем дальше. А ребята решают их. Идем дальше. Это вот сам кубок Шварца, уже такой, да. Здесь идет вот это разбиение, о котором я говорил. Идем дальше. Идем дальше. Вот. А здесь, стоп, вот здесь остановиться. А здесь, смотрите, мы взяли только один слой. Вот смотрите, мы взяли только один слой и начинаем менять угол. У нас же цилиндр Шварца получается сдвигом каждого слоя на определенный угол. Так вот, если мы сделаем эту скрутку только в одном слое, вот только в одном слое на определенный угол, а есть специальные модели, то есть ребята их легко делают, и ваши ребята могут это сделать. То есть берем цилиндр, ну не цилиндр, а два диска на штыре стоящие, и гвоздики у них по периметру, как вершина треугольника друг под другом. Соединяем их резиночками, и потом просто начинаем скрутку. Скрутку начинаем, скручиваем эти диски, они подвижные. И когда будем их скручивать, оказывается, что наша боковая поверхность цилиндра превращается в что? Гиперболический параболоид. А что такое вот эта скрутка? А потом, если мы еще докрутим до центра, у нас получается конусная поверхность. Где это можно увидеть? Да, башня Шухова в Москве или Эйфелева башня. Они построены ровно таким же путем, через гиперболические параболоиды. Это все интересные вещи, это все привлекает сразу, как, что, чего, откуда. И вот ребята не только поработали с этой скруткой, но они могут вывести уравнение этой скрутки. И вот на предыдущем, предыдущий слайд верните. Если кто-то заинтересуется, вот посмотрите внимательно. Вот здесь, нет, вот там, где цилиндр. Ага. Вот на этом цилиндре показано, ну, практически все, что надо, и по которым можно вывести формулу для этой гиперболического параболоида. Вот. Одна геометрия. Подобные треугольники, там решение треугольников, какие-то углы там считать и там прочее. Попробуйте. У меня девочки вывели, первого курса, эти формулы. Можно и школьникам. Идем дальше, через 2 слайда вперед. Для конуса можно сделать то же самое. Видите, ситуация усложняется. Дальше можно. Дальше. Видите, для конуса формулы... Нет, предыдущий можно вернуть. Вот этот. Угу. Значит, для конуса у нас получается более сложная ситуация. Потому что, видите, у нас углы меняются между гранями. Все это видно на картиночке. Вот. А с другой стороны, формулы усложняются достаточно, но доступно для школьника. Доступно, это просто треугольника, надо посмотреть все в единстве. Дальше. Их можно вывести. Так, дальше. Вот. Это вот конкретика этого вывода. Дальше вот это опять суммирование. Дальше можно. Вот это оценки некой боковой поверхности, формулы, которые на компьютерно можно проследить рост поверхности для конуса в том числе, как он растет. Это площадь поверхности. Идем дальше. Компьютерное моделирование. Вот. Это углы. Видите, тут очень даже хорошо видно. Вот здесь вот очень хорошо видно, что углы разные. Видите, на конусе, когда мы будем многогранную поверхность строить, они все разные. Вот. И там, конечно, чуть-чуть сложнее, но вот есть формулы здесь представлены. Можно найти критический угол. Дальше можно выйти. И давайте побыстрее уже. Можно выйти на уровень сферы. Идем. Вот эта сфера, то же самое, смотрите. Сфера, идем то же самое. Гауссова кривизна, вот это наши треугольники, вот это конкретика, вот эта формула, которая возникает. Дальше еще можно сделать общую формулу
И, наконец, что? Идет компьютерное моделирование. Вот это расчетные таблицы, это уже компьютер считает при разных n, видите, n-то может быть 100, 200, там 700, 800, там по специальным формулам. И мы видим, как меняется вот эта площадь полусферы в данном случае. Но самое удивительное, дальше можно двинуть. Дальше. Можно дальше. Дальше можно, да, уже. Вот это графики, вот этой зависимости. Вот, это уже фрактал, вернее, элективный курс фрактала и жизнь. Пролистнем, уже времени мало. Дальше просто листайте потихонечку. Видите, это темплан, тематическое планирование, это снежинка Коха, ее исследование с математикой вместе, там всякие геометрические прогрессии, сканирование. Дальше можно нахождение площадей, это приложение, видите, эльфовые башни, это компьютерное моделирование, лабораторные работы, дизайнерские работы. Значит, и получается, дальше можно все, какой-то реальный эффект, который просчитан. Можно построить веб-квест, вот его структура работы с участниками. Вот результат прохождения квеста, значит, соответствующие выводы, сценарии там и прочее, подтвержденные и не только, значит, связанные с нашими вещами. Это кодирование шифрования информации, шифр Цезаря, Джефферсона, современная криптография. Вот давайте здесь становимся, успеем мы до конца. Занимательная задача. Наконец, вот это только два показал, вернее, три элективных курса. Фрактальная геометрия, цилиндр Шварца и кодирование шифрования информации с детализацией. Кто захочет, там целая дипломная работа на эту тему. И, наконец, занимательная задача. Давайте посмотрим, интересно. Листаем дальше. Ну, настенные часы я уже 100 раз говорил, все знают, убираем ее дальше, проскакиваем. Кто не знал, порешает, но время не хочу терять. Вот, это тоже, понятно, вещи, связанные с булианом, с мощностью. Вот эта лестница Кантора, остановимся на секунду. Очень интересная вещь, уже как проблемные зоны для учителя, если он заинтересуется с ребятами что-то поделать. Вот посмотрите, перед вами лестница Кантора. То есть это непрерывная монотонная функция, которая не является константой, но у которой производная почти всюду равна нулю. Это так называемые сингулярные функции, или чертова лестница, или дьявольская лестница. То есть у нее производная почти всюду равна нулю, однако вот сама она остается непрерывной и монотонной к тому же самому. Можно изучать ее с разных позиций, и компьютерно, и площади находить, и какие-то отрезочки там. Можно сравнивать, значит. Причем это дополняет, помните, пределы роста Медоуза, да? Мы же что знаем? Производная, да? А мы знаем, что производная, что? Она может быть недифференцируемой функцией в одной точке, в двух точках, в конечном числе, в бесконечном числе точек. А здесь как раз пример, когда у нас производная существует в бесконечном числе точек, но она имеет такую интересную графическую структуру. Идем дальше. Это можно целое заниматься внеурочной деятельностью и факультативом. Дальше ее вариации компьютерные. Да, это уже вариации, которые связаны с функцией Ван дер Вардена, можно пролистнуть, да, интереснейшие аналогичные вещи фрактальные. Ну видите, я даже успел почти все. Вот, можно вернуть предыдущую еще, я могу 2 минуты поговорить еще. Предыдущую можно вернуть назад одну, вот эту хотя бы, да. Вот, ну то есть перед вами вот эта так называемая функция Ван дер Вардена, это фрактал. Это фрактал, но это опять пример непрерывной функции, которая уже не в одной точке. Если лестница Кантора, она, значит, была производная, значит, у нее, значит, равна нулю почти во всех точках, то здесь у нас, значит, ни в одной точке невозможно к данной кривой провести касательную. Опять вспоминаем Медоуза, пределы роста. Обязательно нужно эти примеры рассматривать, иначе у школьника в голове останется, что все наши функции имеют производные. Они все дифференцируемы. Вот. Оказывается, не все. Непрерывная функция, типа функции Ван дер Вардена, она не имеет производной ни в одной точке. Однако можно находить ее площадь, можно считать размерность этой кривой, которая будет уже дробной, раз это фрактал. Вот. Можно рассматривать вопросы, связанные там с периметрами, вот. Можно вопросы, связанные с какими-то модификациями, ну то есть сдвигами определенными, это только как бы классика, а же можно это все значит, использовать в более конкретных ситуациях, когда треугольники не просто прямоугольные, а они остроугольные, и тогда это фрактал будет сдвигаться. Опять возникают те самые проблемы, а как посчитать то или другое.
а какая тут геометрия, так сказать, а что тут связано с суммами, а какова тут площадь, какова длина дуги там и так далее. То есть вопросы, которые интегрируют школьные знания. И вот это одно из, опять же, главных моментов, о которых вот в том числе я и хочу сказать. Помимо того, что тут сложное знание, помимо того, что тут у нас самоорганизация, помимо того, что компьютерное моделирование, значит, здесь еще идет подгружение самых разнообразных школьных знаний в одну интеграцию, в единую целостность. Почему эта идеология, она подходит для формирования функциональной грамотности? Потому что универсальное учебное действие, которое возникает у нас при решении сложной задачи, сложного знания, доступного, естественно. Вот, и опять учитель написал, мне как это сложно. Вот. Ничего это не сложно, школьники справляются совершенно просто. Просто надо немножко, так сказать, чуть-чуть выйти за пределы своей практики. Вот, и все. Но зато это будет иметь большой эффект для развития мышления школьников, будет иметь эффект для развития профессиональной компетентности педагога самого как такового. Вот. Ну и, конечно, возникает интерес уже к самой математике. Вот. Значит, я уже сказал, вот я вижу вопрос, я уже сказал, что это касается внеурочной деятельности. То есть элективный курс, факультативный курс, веб-квесты разнообразные, просто серии внеурочных заданий, там каких-то, поисковая исследовательская деятельность школьников, там для каких-то конференций, докладов и так далее. Для того, чтобы что-то из этого использовать на школьном, на обычном уроке, а я считаю, что это тоже надо потихонечку делать, вкраплять, это уже другой совершенно вопрос. Потому что привязывать это к конкретному школьному учебному элементу, вот, это нужно просто отдельно на эту тему заняться этим вопросом. Значит, я решаю задачу соединения науки и образования, очень важная задача, еще раз повторяю. Значит, школа не должна отставать, с одной стороны, от науки, то есть что делается с математикой, а с другой стороны, значит, это повышает за счет хорошо подобранных задач, вот этих прикладных и эмоционально настроенных, это повышает у школьников интерес вообще к самой школьной математике. И это уже доказано. То есть, если он увлечется какой-то задачей, он лучше будет работать и с обычным школьным материалом. Это уже как бы аксиома. Вот. А что касается обычных учебных занятий и каких-то вот этих обобщений, обобщенных конструктов, расширений, они возможны. И примеры на эту тему есть. Вот. Но это уже совсем немножко другая сторона и другая практика. Это совсем другие задачи, потому что вы находитесь в рамках урока, вы находитесь в рамках стандарта, вам нужно что-то там сделать с ребятами, успеть и так далее. И как вот в эту канву вплести вот эти моменты, которые повышают эмоциональную насыщенность, которые повышают обобщенность мышления и развивают операцию. Это отдельная проблема и задача. Спасибо большое, Евгений Иванович. Коллеги, если есть вопросы, то можно и в чате просто написать или комментарии какие-то, вот чтобы не тратить нам время. Но я хочу все-таки поблагодарить, Евгений Иванович, спасибо вам, вы столько дали информации для размышления. И, конечно, то, что учителя пишут, что это сложно, да, действительно это сложно. Это сложно не только учителям, это сложно, в принципе, всем тем, кто занимается исследовательской деятельностью, потому что исследовательская деятельность – это путь, как бы, как Анатолий Георгиевич говорит, как будто ты идешь в туннеле и не знаешь, куда ты и когда ты выйдешь, куда выйдешь. То есть это творчество, а творчество – это всегда, наверное, сложно, но это очень интересно. Тема нашей школы – это все-таки учебный диалог как средство формирования научного стиля мышления школьников. Поэтому вполне, мне кажется, что наша задача все-таки дать обзор, кругозор расширить, а каждый учитель уже понимает, что из этого материала он может взять для себя.
Но еще раз говорю, поскольку проектная и учебная исследовательская деятельность в школе сейчас является основным элементом, и в этом году я знаю, что, ну, я просто видела и знаю, что вот в некоторых школах прямо целые конференции устраивают в конце года, потому что дети должны за год сделать проект. Вот здесь вам предложен тоже один из вариантов того, в какую сторону можно двигаться. И привлекая, кстати, очень хорошо привлекать студентов еще, которые учатся, потому что студенты, они всегда на передовой, обучаясь современному знанию. И вот их можно привлекать. И самим студентам это будет точно неплохо, нашему, например, университету, потому что они будут привязаны не просто там к проверке тетради, например, я не знаю, чего угодно, а они просто возьмут на себя вот эту исследовательскую деятельность. И вот в таком тандеме, допустим, студент, условно говоря, ну, студент именно математик, студенты-педагоги, они занимаются как бы немножко другим, я бы так сказала. А вот именно чистые математики, вот если их привлечь, то будет хороший результат. Ну и, соответственно, научного руководителя, конечно. То есть это тандем науки и школы. Спасибо вам большое, Евгений Иванович. Лена, я хотел все-таки комментарии, потому что, ну, я выступаю не первый раз, и реакцию учителя, нормального, обычного, среднего учителя я знаю. Вот, и поэтому для меня ничего нового тут не появляется. Вот, но я что хочу сказать просто, значит, вот обычному учителю, который, значит, вот что-то вроде как делает и что-то хочет, может быть, и перспективы и так далее. Ребята, это все многократно апробировано. Значит, студенты, магистры разработали, вместе со мной, естественно, разработали десятки апробированных элективных, факультативных квестов, курсов для старшей школы, в основном для старшей школы, конечно, для профильной школы. Вот. И это все имеет реальный эффект, реальнейший эффект это все имеет. Но это сложно. Почему? Для учителя. Я уже 100 раз это объяснил. Потому что он должен, во-первых, сам вникнуть в какие-то идеи современные. А это не так просто с его загруженностью. Там, ну, можно сотню привести аспектов и о том, что у него что-то не хватает. Вот. Но он должен обязательно погрузиться куда-то в какой-то интерес, то есть в какую-то область, доступную достаточно все-таки для него. Раз студентам доступно, а почему учителю действующим это недоступно? Вот. Значит, он должен в нее сам погрузиться, он должен сам посмотреть на эти вещи. Второй мотив, второй фактор заключается в том, что школьники играются очень активно. Вот я сказал каждого. Ну, я вот вчера об этом немножко говорил, но до конца не раскрыл за счет не менее времени. А как донести до каждого? Да очень просто. Значит, вы можете взять какую-то психологическую, значит, структуру, психологическую, значит, классификацию или там типологию, ну, например, связанную с восприятием. Мы с вами знаем, что у нас, допустим, все школьники разбиваются на 5 кластеров. Это, значит, знаково-символический кластер, вербальный кластер, значит, кластер образно-геометрический, доминирующей модальностью которого имеется в виду, конкретно-деятельностный кластер, ну, еще можно добавить дигитальный, то есть информатики. И что мы делаем? Мы вот эту нашу задачу, там цилиндр Шварца или фрактальная геометрия, мы ее варьируем на 5 кластеров. Вот если это, допустим, та самая кривая Ван дер Вардена, ну дайте хорошим ребятам, там 5-6 человекам, пусть они с ними занимаются математикой, размерность считают этого фрактала, площади считают там. Это ребята одаренные, они будут заниматься своим делом. Те, у кого геометрическая модальность доминирующая, да, они будут работать с чем? Они будут работать с графиками, они будут работать с картинками, они будут работать с какими-то модифицированием, там, с геогеброй там, и так далее. Если это речь идет о вербальном, тогда речь идет о что? А как подготовить там презентацию на данную тему для ребят, оформить, выстроить понятия необходимые, а ребята получают задачи конкретные. А еще самые такие, ну совсем неподъемные ребята, пусть они вскроют историю генезис данной проблемы.
они с удовольствием этим займутся. А попутно еще и математикой займутся, потому что там же нельзя просто сказать, что Гаусс вот такой-сякой, жил тогда-то и, значит, сделал что-то. Мы обязательно должны сказать, а что же он сделал-то вообще, говорит, там, кривая Гаусса, там, нормальное распределение, вопросы, связанные с суммированием и тому подобное. Вот. И, наконец, информатики. А они пусть занимаются программированием на ту же самую тему. И у вас все охвачены. Все, весь класс. И тупые, и одаренные. Они все охвачены. Они все занимаются интересным делом. И каждый получает свой продукт на эту сложную задачу. Сумеете вы это сделать, рассматривая тему четырехугольник? Да, я знаю, что не сумеете. Потому что психологи доказали, что выйти на уровень самоорганизации можно только работая со сложным знанием. Запомните, выйти на уровень самоорганизации школьник можно только работая со сложным знанием. В простом знании вы не выйдете на этот эффект. Вы будете просто доминировать и все в классе. Понимаете, здесь это современность. Вот я хочу, чтобы вы донесли до себя. Не говори о том, что это сложно, я вообще такая тупая, я ничего не понимаю и так далее. Но не надо так к себе относиться. То есть надо просто четко поставить себе задачу. Если я хочу управлять классом, хорошо коммуницировать с ребятами, если я хочу у ребят развивать интеллектуальные операции, чтобы они с интересом относились к математике, ну, надо мне немножко поработать, надо немножко понять, что такое кодирование, шифрование информации в этом плане, и какая там используется математика, и какую задачу нужно дать школьнику. Ну, надо же немножко поработать-то, а не просто говорить о том, что я весь загружен вот так вот, и не могу ни вправо, ни влево, так сказать, там, еле-еле ноги притаскиваю домой. И я то же самое. Думаете, я что, сижу и, так сказать, о сложном знании, что ли, размышляю? Так сказать, я тоже прихожу вечером домой, но я прихожу вечером домой, открываю компьютер и начинаю придумывать новые вещи, которые, так сказать, мне необходимы и учителю необходимы, и что-то, может быть, познаю и сам, того, что я вчера еще не знал. Я нахожу иногда такие вещи, которые вчера, вот я вам показывал вчера вам книгу, да? Я 10 лет думал, как же мне все-таки это все, базу подвести. И я нашел эту книгу Леонтьева Запорожца, где четко указано, в чем заключается суть всего процесса. Ну, конечно, каждый принимает свои решения, каждый педагог, каждый учитель и решает сиюминутные задачи там. Это все понятно. Вот. Поэтому я все-таки рассчитываю на перспективу, рассчитываю на то, на инициативного, на думающего, на стремящегося стать лидером в своем, так сказать, окружении, там, и, ну, стремящегося человека, а не с опущенной головой, так сказать, да, дойти бы мне до дома и упасть в кровать. Да. Ребята, я не об этом говорю и не для тех. Спасибо, Евгений Иванович. Ну, среди наших учителей, как это сказать, как раз такие есть, просто они в условиях определенных зажаты, но мы все это знаем, и здесь эту тему я предлагаю. То есть наши лекции для того, чтобы у человека открылся обзор, а дальше каждый принимает то, что принимает. Поэтому тут вот здесь написали коллеги, спасибо за комментарий. Ирина Евгеньевна написала, что ей нравится формула, которая на экране, про самоорганизацию. Вот, коллеги пишут, что это как раз тема для тех, кто заинтересован, для мотивированных нужно найти. Но я не совсем соглашусь про то, что нужно давать только тему исследования, которая обладает новизной в математике. Есть разные варианты. Я вам предложила вариант, например, именно... То есть это, в общем-то, на самом деле квазиисследовательская деятельность. Если вы хотите получить новый результат математики, то это кандидатская диссертация сразу уже. Поэтому тут надо смотреть, что может сделать ученик. Не обязательно оно должно быть новым знанием чисто по математике. Это могут быть и вот интегрированные работы. Так что, уважаемые коллеги, творчество, оно такое, его нужно просто-напросто, наверное, включить в себе, и все. И тогда поменяется. И отношение вот субъект-субъектное, то, о чем говорил Евгений Иванович,
это как раз партнерские взаимоотношения. То есть вот сейчас будет докладчик Мария Дмитриевна Макаренко, она преподаватель информатики в Северо-Осетинском госуниверситете. Ее методика работы со школьниками, большая очень работа со школьниками, она как раз таких партнерских взаимоотношений. То есть она ставит задачу и вместе с ними ее думает, как решить. И очень часто, и в принципе я тоже придерживаюсь этого же подхода, то есть мы не должны быть просто менторами, вот учителя, мы должны быть партнерами и соратниками, и вместе, и давать как бы вот именно направление, вектор, а ребята, ну, я имею, да, конечно, это доп. Образование, ну, имеется в виду, это внешкольная, внеурочная деятельность, а ребята, они настолько некоторые талантливые, яркие, что они часто двигают тебя куда-то, а ты потом там разбираешься, где, есть ли там что-то достойное или нет. То есть вот это вот симбиоз вот учителя и ученика, он в этой работе очень важен. Ну, я бы еще туда студента добавила, если есть возможность. Спасибо большое. Пишут, что обзор открылся. Спасибо. Будем работать и задумываться, поскольку мышление – это самое главное развитие, ну, свое собственное развитие, потому что мы зашиты своими обязательствами, плюс развитие учеников. Евгений Иванович, большое спасибо. До свидания, всего хорошего. Так, у меня вопрос, как мы сделаем? Мы послушаем, у нас сейчас будет очень интересная лекция, надеюсь, Марии Дмитриевны Макаренко. Вот надо ли нам сделать 5-минутный перерыв? Коллеги, напишите, пожалуйста, в чате, или мы можем еще одну лекцию послушать, а потом сделать перерывчик. Мария Дмитриевна может сжаться, я знаю. Может, поэтому я готова дать перерывчик, потому нужен перерывчик. Нельзя людей... Можно? Так, что пишет народ? Народ пишет сразу без перерыва. Так, вот напишите еще несколько, чтобы мы выборку, как это сказать, репрезентативную сделали, чтобы принять решение, или большинством. Так, сразу без перерыва. Ну, я слышно, Вера Сергеевна? Да, можно без перерыва, пишут. Вот 2 человека уже написали, готовы слушать Марию Дмитриевну. Ну, Таня всегда меня готова слушать. Значит, давайте тогда без перерыва, я согласна, поддерживаю, а вот после, просто вы, может быть, сожметесь немножечко, если у вас получится, чтобы мы там потом сделали перерывчик. Ура! Итак, Мария Дмитриевна Макаренко, старший преподаватель факультета математики и компьютерных наук Северо-Осетинского государственного университета. Ее лекция родилась так как бы немножечко спонтанно, мы когда формировали, не планировали, а потом на нашем семинаре с Марией Дмитриевной я предложила, мы как раз там занимаемся, разбираемся про математическое моделирование в обучении, ну так вот именно на примере книги китайского, по-моему, автора, который занимается давным-давно моделированием. Вот. В общем, мы расшифровываем эту книгу. Как только мы что-нибудь придумаем хорошее, мы вам об этом расскажем, как адаптировать. Есть уже там интересные такие модельки, которые можно вместе математикам и информатикам делать. Вот. И вот выяснилось, что Мария Дмитриевна тоже активно работает с искусственным интеллектом, вернее, ее ученики вместе с ней. Я поэтому попросила эту лекцию для того, чтобы рассказать учителям, а что сейчас происходит с искусственным интеллектом. Но еще единственное, что скажу, Мария Дмитриевна работает в Яндекс.Лицее, она ведет там... Я сама скажу, Вера Сергеевна. Все, хорошо. Спасибо. Зачем вы ломаете мое представление? Вот я, собственно, и расскажу. Хотя я думаю, что основная масса людей меня, конечно, знает, но я все-таки представлюсь. Я преподаватель Северо-Осетинского госуниверситета, плюс я работаю в Центре доп. Образования IT-КУП и занимаюсь программированием с детьми. Но вот с этого года я еще и являюсь удаленным сотрудником Яндекс, который занимается тренировкой современных моделей искусственного интеллекта. Вообще это называется не так, вот, это называется машинное обучение. Но, как это, что называется, то, что написано в СМИ, называется искусственный интеллект. Хотя, конечно же, люди, которые этим занимаются, так это не называют. Ну, давайте начнем. Сначала нам нужно с вами немножко познакомиться, то есть понять, насколько у кого какой уровень. Значит, я в чатик сбрасываю ссылочку, по которой вы можете пройти. Если кто-то смотрит с компьютера, хочет воспользоваться телефоном, можно пройти по QR-коду. Ну, проще всего, наверное, сделать это по ссылочке в чате. Так, давайте я сейчас
перейду по ссылочку в чате. Итак, отлично, у нас уже подшел процесс голосования. Вы на экране сейчас у себя, те, кто проголосовал, может уже переключаться на мою презентацию, а те, кто еще не проголосовал, у вас на экране 3 пунктика, из которых вам надо выбрать. Значит, у вас я что-то слышал про искусственный интеллект, я пару раз пробовал что-то там с искусственным интеллектом, пользуюсь каждый день. Ура, у нас есть 1 человек, который пользуется каждый день. 4 человека слушали. Так, а сколько у нас человек в чате? Кто там у меня ассистирует? Я не вижу, где у меня чат. 39 человек. Отлично, 39 человек, проголосовали 7. Это говорит о том, что вы, как школьники на удаленном, как это называется, режиме, делаете вид, что сидите за компьютерами и слушаете, и смотрите. А на самом деле вы где-то в пространстве. Ну, еще пару человек, надеюсь, потому что я вижу только 7 проголосовавших. Ну, сейчас. Если у вас есть проблемы, вы не можете присоединиться, пишите, я помогу, потому что это важно, нам дальше все равно придется работать вместе. Вы же понимаете, я не умею работать так, чтобы только я работала, а вы не работали. Так, отлично, 10 человек. Я там мотивировала еще 3 проголосовать, а может быть, они справились с техническими сложностями. Ну, картина, которую, конечно же, мы сейчас видим на экране, то есть у нас 50% людей что-то слышали, 4 человека, это 40%, пару раз что-то пробовали, и у нас 1 есть крутой, который пользуется каждый день. Ну, я думаю, что это, наверное, самый молодой участник нашего процесса, наверное, Таня Хомич. Нет, Тань? Нет, Марья Дмитриевна, представьте себе, нет. Ужас, Таня, ужас. А это Ирина Соболева. Вот, Ирина Соболева пишет. Это вот она, видимо, человек, который пользуется. Ну, у вас, я сейчас переключилась на следующий вопрос. Перейдите, пожалуйста, на тот же экран. Отлично, Карелия и не молодая, но современная, это круто, Ирина Соболева. Итак, надо ответить еще на 1 вопрос, он там же, по той же ссылочке. Значит, что же вы делали с помощью искусственного интеллекта? Нужно написать можно написать несколько вариантов. Если вы ничего не пробовали, ну, может быть же вы слышали что-то, что бы вы хотели попробовать, можно и это написать. Вперед, я жду ответов. Ага, генерация текста в картинке, отлично. Это, наверное, Ирина, наш хороший специалист. Так, ага, картинку генерировали, тексты, ищу информацию, составляю короткие тексты, составляю задачи. Круто! Кто составляет задачи? Напишите в чатик, я составляю задачи. Ой, какие молодцы, составляют задачи. Именно этим мы сегодня с вами попробуем позаниматься и найдем там плюсы и минусы. Картинки все делают, ну, понятно, развлекаться же как-то надо, почувствовать себя великим художником тоже неплохо. Диалог Евгения Ивановича с ИИ, что там для того, чтобы послать мне? Не поняла. Где вы были вчера, Вера Сергеевна? Задачи составляли. Да, я Вере Сергеевне показала этот процесс, она пробовала составлять. Все, я поняла. Ой, обучалась на курсах МФТИ по искусственному интеллекту. Это круто, потому что я только что сегодня увидела эти курсы по МФТИ, по искусственному интеллекту, и хотела вот пойти на самый высокий уровень, а меня не пускают. Жаль. Ну, в общем, идея видна, да, практически все занимаются. Да. Голосовое сообщение. Как? Он пообщался с искусственным интеллектом, и мне послали голосовое сообщение, их диалог с искусственным интеллектом. Это вот диалог Евгения Ивановича с искусственным интеллом, чтобы мне послать голосовое сообщение. Все, понятно. И в чем задача-то была? Я не очень соображу. Послать, сгенерировать голосовое сообщение? Интеллект задавал вопросы, зачем он мне звонит и все прочее. Вон как. Отлично. Сейчас же есть такая функция у некоторых операторов, допустим, незнакомый номер, и там какая-нибудь Маруся отвечает: «Здравствуйте, а что же вам нужно?» и так далее. Я уже сталкивалась несколько раз с этим. Очень раздражающая вещь, между прочим. Ну, потому что ты еще пока не привыкла. Подожди, привыкнешь. Человек такая штука, ко всему привыкает. Так, окей. Ну, тогда поедем дальше. Значит, мы будем с вами говорить о искусственных
интеллекте на самом деле это так называемая искусственная нейронная сеть. Ну, все знают, что такое естественная нейронная сеть, да? Но с точки зрения математики искусственная нейронная сеть – это просто граф. Но тот граф, который вы видите у себя на экране, он достаточно простой. Вот, например, мы с детьми для одного примера создавали вот такой граф. Вот это серенькое – это просто связи между вершинами в графе, да, и их просто так много, что их даже отдельными штуками не видно. Такая маленькая, простенькая нейронная сеть, которую мы делали с детьми. Я к тому, что вы понимаете, что те реальные нейронные сети, которые используются сейчас в различных системах искусственного интеллекта, они несколько сложнее, чем даже ту летающую тарелку, которую вы видите на экране. Значит, что же такое GPT? Потому что все вокруг кричат, а что такое, непонятно. Значит, GPT – это на самом деле штука, которая модель, специальная модель математическая, такой вот нейронной сети, у которой есть 3 вещи важные. Она умеет генерировать текст. G – это generate. Дальше, pretrain – это специальным образом обученная. Она обучается так же, как мы все с вами обучаемся. Вот как мы отличаем с вами кошечек от собачек? Вот как вы детей своих учите, маленьких, когда-нибудь, совсем мелких, там, до 3 лет учили отличать кошечек от собачек? Ну, признаки какие-то. Какие, Вера Сергеевна, признаки вы можете... Вот вы свою внучку отличали по признакам, да? Ну да сейчас по признакам. Вот она у вас до 3 лет еще говорить не умеет, а вы ей говорите треугольные ушки, да? Нет, зачем? Я говорю, Марья Дмитриевна, до вот этого момента мне казалось, что это функция по умолчанию. А вот сейчас вы меня заставили задуматься. На самом деле, если вы вспомните детей даже младше, чем до 3 лет, все происходит таким образом. Бежит нечто четвероногое по улице, ребенок кричит «мяу-мяу». Мама такая: нет, это гав. Правда? Потом бежит нечто следующее по четвероногое, ребенок говорит «гав». Вы говорите: нет, это мяу. И так 100 тысяч раз подряд. И в какой-то момент ребенок начинает четко говорить: о, это мяу, а это гав. И никаких признаков вы ребенку до года не говорите, потому что вы сами их на самом деле не знаете. Я не стала включать сюда картинки, где есть кошечки, очень похожие на собачек, и собачки, очень похожие на кошечки. А есть такие ситуации, когда вы просто не можете отличить, что это. Нет, я не согласна. Мяу и гав – это признак. Я именно На фотографии, Вера Сергеевна, признак не работает, однако вы распознаете. Это не признак, это название. Я вам Ну вот я вам показывала нейронную сеть, которую мы делали с детьми, и там, ну вот давайте вернемся на 3 слайдика вперед, да, значит, на самом верхнем слое, вот на вот моем курсор видно на экране? Да. Вот на этом самом верхнем слое здесь 32 нейрона, вот здесь 64, вот здесь 16, вот тут 1. Это нейронная сеть, которая на самом деле определяет, слово написано на астинском или на русском языке. То есть здесь количество коэффициентов связей, вообще это линейное уравнение, которое описывает, как из вот этих иксов перейти вот к этому y. Ну, тут есть промежуточные вещи. Так вот, каждая вот эта штучка, каждый вот этот нейрончик связан с каждым вот этим нейрончиком. И вот сколько здесь связей, то бишь 1 к 64, столько здесь коэффициентиков. Ну, теперь посчитаем, да? 32 умножить на 64 умножить на 16. Вот столько здесь параметров у этой нейронной сети. Ну, сколько это? Примерно. 32 на 64 на 16. Кто там у нас быстро умеет прикидывать? На 60 это сколько? Вот 18. А давайте сделаем 100 на 100 на 100. Ну, Я не будем мучиться. 10 тысяч. А теперь давайте посмотрим на то количество параметров, которые в современных нейронных сетях. Современных, 2018 год. 120 миллионов параметров. 23 год. 500 тысяч миллионов параметров. В 2024 году, естественно, уже есть более новая нейронная сеть, у которой параметров наверняка побольше. Понятно, да? То есть сравнивать то, что мы с вами видели на картинке, то, что в реальных нейронных сетях происходит, ну, порядки такие вот в себе. Ну, пора пробовать. Давайте что-нибудь попробуем. Давайте я вам скидываю в чат прекрасную штучку. Ой, кошка мяу, собака гав. Спасибо, Ольга. Я не увидела. Значит, это ссылочка у нас на Яндекс, который делает Алису. И Алиса – это такая штука, которая умеет...
Сейчас я открою заготовочку свою. Алиса – это такая штука, которая умеет генерировать текст. Это то самое GPT нейронная сеть. Значит, чат GPT – это конкретная нейронная сеть, не наша, а Яндекс GPT, который сидит внутри Алисы, это нейронная сеть того же принципа построения, но наша, российская. Ну и вот здесь Алиса готова отвечать на ваши вопросы, делать все, что угодно. Ну, давайте посмотрим несколько красивых примеров, которые я заготовила, на которые Алиса, ну, с одной стороны, хорошо говорит, отвечает, а другие нет. Вы можете сами пробовать параллельно со мной, вам никто не мешает. Итак, реши задачу. Сколько лет брату и сколько лет сестре, если 2 года назад брат был старше сестры в 2 раза, а 8 лет назад в 5 раз? Отправляю. Ой, у меня не такой был нехороший человек. Давайте я старый посмотрю потому что он уже наученный мною, поэтому я хочу, чтобы вы посмотрели историю. На самом деле современные системы, они, как это сказать, сохраняют контекст, то есть предыдущую беседу, да, и поэтому новый ответ, он уже окрашен немножко новыми знаниями, тем, которые он со мной разговаривал. Итак, я задавала вопрос, реши задачу, сколько лет брату, ответ сразу. Сейчас брату 18 лет, сестре 10. Это действительно правильный ответ, если сильно математики хотят посчитать, пусть посчитают. Вот. Таня отвела взгляд, сразу собралась читать. У меня отпуск, Марья Дмитриевна, я отказываюсь. Так, значит, давайте следующий вариант. Ну, тут вот, ответ дали, отдали, да, в общем, неинтересно. А вот теперь такой вариант. Объясни по шагам, как решить задачу, сколько лет брату и сколько лет сестре, если ля-ля-ля-ля-ля. Ну, то есть это же задача, только я вначале написала другой, это называется промпт. Сейчас будем в 2 словах об этом говорить. Ну и тут написано вполне нормальным русским языком. Для решения этой задачи нужно составить систему линейных уравнений. Система уравнений вот она, вот она, вот она. Теперь, значит, мы ее начнем решать, переносим вправо-влево, умножаем, делим. У нас получилось то-то, то-то. Окей? Все очень красиво и приятно, и полезно для кого? Вот если я не могу решить задачу, то для меня очень даже полезно. Не знаю, как для вас, но для меня очень полезно. И я, например, действительно GPT-моделями пользуюсь каждый день ровно для своих профессиональных задач. Вот просто мне нужно что-то найти, что-то узнать, что-то у меня не получается. Первым делом я лезу уже в GPT-модели, а ни в коем случае не в поисковик. Поисковик работает в этом смысле хуже. Ну, сейчас к этому еще чуть-чуть вернемся. А вот теперь тот вопрос, который мы решали с Верой Сергеевной. Придумай задачи на уравнение, там со словом уравнение проблема, ну да ладно, 2х плюс 5 равно 1, там все плохо. Давайте я напишу нормально текст и сделаю это по новой. Обратите внимание, какой прекрасный текст условия задачи. Для поезда одновременно 2 поезда вышли одновременно навстречу друг другу. Известно, что скорость первого поезда составляет 60 км в час, расстояние между городами 520 км в час, ну и так далее. Вопрос, какое отношение предложенная задача имеет к нашему уравнению? Ответ – никакое. Поэтому давайте вернемся чуть-чуть к моей презентации и немножко обсудим с вами, почему же так получилось. Ой, отлично. Значит, вот мы с Алисой, с детьми, когда делали такую же штуку, мы с ними делали сочинения, Ну, текст – это же все-таки в первую очередь сочинение, да. Ну, вот если вы почитаете, сгенерированный текст Алисы выглядел вот так: летние каникулы, ля-ля-ля-ля-ля, тра-ля-ля. Ну, в общем, даже ничего, правда, слова местами очень умные, не для детей, да. Но самое главное, что? Слишком хорошо написано для школьника. Ну, слишком хорошо написано. Вот. Смотрите, тот текст, который мы задаем для модели искусственного интеллекта, для немашинного обучения, модели машинного обучения, называется промпт. Дело в том, что сегодня появилась даже такая новая специальность – промпт-инжиниринг. Есть люди, которые ровно за это получают деньги. Я один из этих людей. Я, собственно, в Яндекс GPT занимаюсь, одну часть моей работы занимается составлением умных, толковых промптов для Яндекс.GPT, чтобы мы получали вот те самые решения уравнений, которые вы видели сегодня в Алисе.
Ну, по-русски промпт – это подсказка, подводка, затравка, да, что-то вот такое. Это вот справа такие вот варианты перевода этого слова. Ну, вот, например, можно GPT сказать такую принять, что она может, что не может. Но самое главное, что я хочу сказать, чтобы вы знали эту вещь, нейронные сети современные обладают так называемыми глюками. То есть это такие вещи, которые они придумывают сами. Потому что это генерация текста, она случайная. Да, она должна быть похожа на реальный текст. Как они учатся генерировать текст? Им дают текст, затравку, начало, и говорят, а какое слово в этом предложении должно быть следующим? Ну вот, мама мыла, следующее слово. Ну, кто-нибудь, Татьяна, Вера Сергеевна, помогите. Мама мыла, следующее слово. Милым мылом. Спасибо, Надежда. Раму, Милу, кошку и так далее. Ну, рама, наверное, самая популярная, да, потому что это. Вот на уровне таком работает нейронная сеть. Ей дали кучу текстов, она научилась генерировать следующее слово. И теперь, когда вы просите ее что-то сделать, она сгенерировала следующее слово для вашего предложения, добавила это в исходную текст, еще раз генерировала следующее, еще раз следующее, еще раз следующее. И вы получаете текст. Он кажется осмысленным, но это не всегда так. Ну, например, мой любимый пример, правда, он годичной уже давности, он такой прекрасный. Я спрашивала у нее, как устроены современные нейронные сети, там есть такое понятие слоев, и она мне отвечает, что в OpenAI GPT это чат GPT, и в Яндекс.GPT вот такое-то количество слоев. Ну, я тут придумала себе Осетия GPT, я же хочу, чтобы у нас была Осетия GPT, да? Я говорю, а сколько слоев в Осетия GPT? Такой, нет в природе, вы понимаете? Да есть, говорит чат GPT, пожалуйста, 12 слоев в Осетия GPT. Понятно, да? Ну, сгенерировать калькулятор, который умеет складывать 1 + 1, это вообще гениально, хоть если кто-то понимает, что такое программирование, хоть слово. Ну, вот это тоже прекрасная штучка. Почему на моей карте не установлены бонусы «Спасибо»? Пожалуйста. На «Спасибо» что надо отвечать? Пожалуйста. Вот вам автоматический бот и ответил «пожалуйста». Все хорошо. С его точки зрения после «Спасибо» статистически правильным отвечать «пожалуйста». Он и это сделал. Идея понятна, да, что такое глюк нейронной сети? Это очень интересная штука. Особенно крутая вещь, когда в самом вопросе возникает ошибка. Да? Хатико и «Унесенные призраками» – это два разных мультика. Хатико – это про собачку японскую, а «Унесенные призраками» – это тоже японский мультик, но вообще про другое. Но тут главные герои все есть. Все, что хотите, про них расскажут. Все, что хотите, про них скажут. Где они там, чем занимались и так далее. Хотя такого в принципе не существует. Ну, есть очень популярный запрос от Комиссарова, типа, кто были главными героями романа «После бала», и там возникают Волконский и еще кто-нибудь, хотя «После бала» не роман, и Волконский или там Наташа Ростова, да, никакого отношения к «После бала» не имеет, но роман, и вы приехали, что называется. Итак, самое главное, что вы должны понимать, что искусственный интеллект на 100% выдает неконтролируемый результат. То есть это проверка, достоверность того, что вы получили от нейронной сети на вашей совести. Всегда только на вашей совести, ни на чьей больше. Поэтому воспользоваться можно, но отвечать за результат вам придется самим. Что и где можно попробовать? На самом деле воспользоваться... Значит, этими возможностями куча всяких. Просто чат GPT в Телеграме, в поисковике, и получаете бесчисленное количество чатов, в которых можно воспользоваться именно чат GPT. Алису давай придумаем, я вам только что скинула, ну и вот, собственно, она и есть. Если вы хотите на компьютере, то есть веб-версия. У меня Алиса стоит на столе, она отреагировала на слово Алиса. Колонка Алиса у меня только что отреагировала на слово Алиса. Так, значит, я хочу продемонстрировать вам... Как она отреагировала? Я подключаюсь. Ну, кроме того, что мы посмотрели здесь Алису, значит, Яндекс.Браузер сейчас состоит из двух частей. Здесь есть поиск обычный, как мы с вами привыкли, и нейропоиск. Это поиск, который пускается не по стандартному принципу, а через использование нейронных сетей. Ну, тут опять же, да, вариант, если в поиске он вам находит странички, то здесь он, по идее, тоже находит странички, но не всегда, опять же, ответ, который может он в текстовом варианте выдать, может оказаться правомерным.
В общем, меня интересуют более другие интересные вещи. Вот смотрите, у меня есть какая-то статья, я тут специально для вас нашла, «Искусственный интеллект и учитель». Да? Ну, это какая-то статья, надо что-то читать, вот это вот все. У Яндекса есть прекрасная вещь. Вот тут в правом верхнем углу есть такая штука «Пересказать кратко». Вам можно не читать статью, причем не важно, на каком языке статья написана на самом деле. Вот. И вы можете коротенько прочитать по пунктикам, что написано в этой статье. Какого бы, опять же, объема эта статья ни была. Вот описание будет обычно до 10 различных пунктов. А если вы выделите на странице какой-нибудь кусочек текста, то у вас здесь есть прям сразу перейти в Яндекс.Браузер, найти. А это не самое главное. Здесь еще куча всякой штуки есть. Например, озвучить. Да? Все современная озвучка – это, соответственно, тоже все нейронные сети. Сейчас генерация текста, генерация звука и распознавание звука. То есть уже практически можно диктовать компьютеру текст. Почти, ну так вот, уже почти, уже очень близко. Значит, можно, соответственно, этим все воспользоваться. Но я не буду озвучивать, не факт, что у меня сейчас вы услышите, что у меня тут будет из колонок крутить, но вы можете потом попробовать сами. Так, ну что еще хочу рассказать? Еще я хочу рассказать, что сейчас Яндекс очень много делает в смысле настройки обучения сетей для образования. Ну, вообще в образовании по-разному можно использовать искусственный интеллект, но вот мне больше всего нравится то, что делает Яндекс именно для своего учебника. Ну-ка, напишите, кто видел Яндекс учебник. И математика, ну, поскольку все математики в основном сидят, и там есть математика с 5, по-моему, до плюсики поставьте, пожалуйста, в чатик. Математика, по-моему, даже там с младшей школы, по-моему, математика есть, до 8-9 точно. Ага. Загляните, очень полезно. Ну, поскольку я больше информатик, чем математик, хотя математику, не покажу математику, с сентября в учебнике математики тоже появятся различные помощники, мы, собственно, этим сейчас занимаемся, связанные с искусственным интеллектом. Ну, давайте я вам продемонстрирую, что сейчас умеет делать он в ЕГЭ. Вот это вот задача ЕГЭ по информатике. Я возьму какой-нибудь более похожий, знакомый вам тип заданий, где у нас там, ну, тут какие-то циферки считать надо, более теоретический такой, чем программистский, да, и, соответственно, вот здесь нужно что-то там посчитать, какой объем информации, то есть сколько бит-байт будет занимать картинка, которая сидит в памяти фотоаппарата. Ну и вот, соответственно, мне нужно ввести ответ, но самое интересное, здесь есть помощник, который, собственно, может объяснить теорию. Ну, тут с теорией все проще, да, ну, забил ее и радуйся. Но вот здесь есть замечательная кнопочка, которая называется «Подскажи решение». И мы сейчас делаем систему, которая позволяет в диалоговом режиме ученику разобраться с тем, что и нужно сделать и как, чтобы решить эту задачу. Ну, давай начнем с первого вопроса. Сколько пикселей в одном изображении? Я пишу, не знаю. Ну, я ж тупой ученик. 24 на 768. Сейчас мы попробуем обмануть систему. Сейчас я перемножу. Я же снова плохой ученик. Ну-ка. Ура, он за меня решил, молодец. Верно, молодец, получилось столько-то, столько-то. Это количество в одном изображении. А дальше спрашиваю я. Ну и так далее, да? То есть вы понимаете, меня пошагово по задаче ведут. Если я не справляюсь с решением, то начинают, соответственно, подсказывать, как и так далее. Ну вот такого решения, чтобы вот так вот выложить в строчечку, как мы только что видели это в Алисе, такого не будет. Именно в этом идея не решить за ученика задачу, а дать возможность эту задачу понять, разобрать по полочкам для того, чтобы можно было. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, какую бы вы задачу ни кинули, ее могут решать вот в таком формате. Я могу успокоить всех, все подряд задачи никто сейчас не решает. Даже самые крутые модели, они все равно со всеми задачами, а тем более с олимпиадными, они не справляются. Ну и в самом учебнике, я вот специально открыла какую-то главу, но это учебник по информатике пока что, здесь есть прекрасная штука, которая называется «Я выделяю текст», и здесь появляется «Объясни термин». Это тоже делается не библиотекой, а тоже с помощью искусственного интеллекта. Это помощник, который пытается на выделенную фразу дать какое-то определение и подсказывать, что это означает, что это за слова, которые, может быть, тебе помогут.
Вот. Ну, про информатику мы с вами поговорили. И еще немножко про российские инструменты, потому что, ну, мы как-то на слуху, у нас очень много западных инструментов, а российские мы знаем плохо. Например, Сбер сделал Кандинский, который генерирует изображение по тексту. Многие пользовались, я видела там. Вот эта картинка тоже сгенерирована автоматически Кандинским. Значит, сейчас более популярен Шедевриум, это от Яндекса, но он только мобильное приложение, его нужно поставить на телефон, и тогда он будет работать нигде, кроме на телефона он не работает. Он умеет генерировать картинки, умеет генерировать текст, еще что-то третье он там умеет. Я, честно говоря, не сильно пользуюсь, потому что я пользуюсь на компьютере, на телефоне мне совсем не интересно. Моя любимая штучка, надо обязательно в нее поиграть, потом возьмете из презентации ссылочку. Это классная штука, где искусственный интеллект говорит: нарисуй то-то. Вы рисуете абы как у вас получается, а он пытается угадать, вы нарисовали то, что он просил или нет. Это когда нам нужно развлечься с детьми, вот мы смело вот здесь развлекаемся, потому что это просто прикольно. Вот. Ну, естественно, есть и другие варианты развлечений, да, например, мы сейчас занимаемся теми же самыми дообучением нейронных сетей, мы пытаемся сделать систему, которая бы исправляла текст осетинский на орфографические ошибки. Поэтому, если кто-то вдруг желает присоединиться к проекту, то у вас есть такой шанс попробовать к этому проекту присоединиться и помочь нам собирать данные. Потому что помните, как мы кошечек и собачек отличаем? Надо 100 тысяч раз показать правильный и неправильный ответ. Вот, собственно, именно этим мы сейчас занимаемся, собираем эти правильные и неправильные ответы. Ну и Вера Сергеевна просила ужаться, я ужалась как могла, Вера Сергеевна. Еще немножечко поговорим. Но мне нужно подвести итоги, Вера Сергеевна, я поговорю. Значит, давайте мы перейдем по новой вкладочке, ссылочки. Сейчас я вам кину в чат новую ссылку. Давайте опишите, что вы нового узнали про нейронные сети. Или, например, насколько вы считаете, что они опасны для образования. Я хочу услышать ваши вопросы, ответы. Вот по этой ссылочке надо пройти и написать этот вопрос, ответ, впечатление, что вы считаете по поводу того, опасны ли или не опасны нейронные сети, искусственный интеллект. Ой, доверяй, но проверяй. Отлично, спасибо. Боязно. Есть одна прекрасная фраза, мне очень нравится. Нас не заменит искусственный интеллект, нас заменят люди, которые умеют им пользоваться. Вот, поэтому боязно – это когда вы, собственно, вот, не умеете пользоваться, а, собственно, пора. Так, ну что там, внедрять? Отлично. Так, необходимый искусственный рано. Рано чего? Мы рано сегодня встали? И я. Что такое и я? Так, нейронки опасны. Ну, сложный вопрос, опасны или нет. Значит, там интеллект у нас есть, искусственный интеллект есть. Взрыв чего? Надеюсь, мозга? Так, проверять, необходимы, задачи, все в опасности, все понятно, считаю, не считаю. Ну, я жду ваших ответов, еще там несколько минут, но теперь уже 8 человек ответили, уже приятно. Кто-то, видимо, ответил по несколько раз. Заманчиво, отличная фраза, мне нравится. Это ровно то, что должно было получиться в результате вашей школы, да, Вера Сергеевна? Заманчиво. Так, ну я потом опубликую картинку, выкину, Вера Сергеевна, вам куда-нибудь в чатик, картинку, чтобы вы могли собрать впечатление. Так, ну и я хочу еще хочу найти свою презентацию, очень хочу найти презентацию, и все никак не могу ее открыть. Я нашла. Значит, это все еще мои координаты. Если вдруг кому-то что-то стало интересно, полезно, хочет задать вопросы, можно, соответственно, все это взять и попробовать. Это еще немножко ссылочек на то, где чего можно посмотреть поподробнее. Ну и есть еще такая этическая сторона с вопросом о боязно, да. Есть некие ограничения, которые сейчас вводятся в современные нейронные сети, которые запрещают
разговаривать нейронным сетям на определенные темы. Иногда это приводит очень к смешным казусам. В учебнике нельзя спросить, сколько черных яблок там или чего-нибудь, потому что слово «черное» неоднозначно интерпретируется нейронной сетью, и они воспринимают ее как вот нечто, попадающее в предел запрещенных тем. Вот. Но вот такие вещи существуют, и чтобы вы понимали, что если вы попытаетесь развести нейронную сеть на какие-то неэтичные разговоры, то она может отказаться просто с вами разговаривать. Так, ну, по-моему, на этом все. Что-то у меня там еще, может быть, было готово. Не, ничего больше не было. Если у вас есть еще какие-то вопросы, вы хотите что-то еще спросить или посоветовать, или поделиться жизнью, болью, в связи с своими опасениями, я с удовольствием готова ответить на вопросы или что-то вам еще прокомментировать. Ирина Игоревна, да, пожалуйста. Можно вопрос? То есть, если я хочу, чтобы мне создали компьютерную презентацию, я пишу текст или тему задаю? Зависит от того, вот от чего. Насколько хотите подробную презентацию. Смотрите, значит, я сейчас вот покажу, да. То есть, когда я делала, допустим, вот эту презентацию, я писала просто: создай мне презентацию про историю развития нейронных сетей. Вот этот промпт был такой, да. И, соответственно, вам раздают. Или вы можете написать: хочу презентацию, где на первом слайде про историю того-то, на втором слайде про вот это, на третьем. Чем подробнее вы напишете, что вы хотите, тем более похоже на то, что вы думаете, получится. Но это не значит, что получится ровно то, что надо. Понятно, А да? если я хочу свой текст, но сделать красиво? Тогда вам лучше взять готовый шаблон и сделать красиво. Это шедевриум, по-моему, вот там, да? Вот мы были... Нет, вот тут для именно генерации презентаций, вот это Present Simple AI, вот есть такая штука. Вот она создает, вы даете просто текст, прямо либо общую тему просто, либо делаете... Ну, я, например, считаю, что любую вещь, которую делает современные нейронные сети, нельзя воспринимать как готовый продукт. Надо воспринимать как руководство к действию, как это. Есть проблема белого листа, не знаю, с чего начать. Да? Как это, идеи, которые могут возникнуть на фоне того, что вы... Вот абсолютно верно пишет Марина, как помощника, как какой-то... Вот вы с кем-то посоветовались, он вам идею толкнул. Вот так. А красиво проще взять готовый шаблон и вставить тот текст, который вы хотите. Хотя вот картинка была очень красивая. Но вот оформление презентации мне бы не понравилось. Я бы не стала такой брать. Мария Дмитриевна, у меня, знаете, вопрос конкретный, связанный с Северной Осетией, с телевидением, которое у нас Иристон ТВ, и с тем, что там все на остинском языке, все, и там нет подстрочника. Недавно у нас наши коллеги молодые там делали, участвовали в передаче, а там обязательно условие, что ты говоришь только на остинском языке. Ну, в общем-то, у нас такие есть в научном центре, естественно, в разных областях. Но когда я, допустим, смотрю, я не владею настолько, чтобы вот эту речь полностью все понимать. И я, в общем, озаботилась этим вопросом и попросила руководство передать, что хорошо было бы, чтобы везде были титры. А раз вы говорите, что искусственный интеллект теперь это может, то вопрос, почему это не делают наши, не знают или как им подсказать, может быть. Смотрите, проблема в том, что все хорошие достижения, они сделаны для английского языка, русского языка и языков, которые, какие-то популярные и так далее. Если вы откроете Яндекс.Переводчик, например, да, то давайте откроем Яндекс.Переводчик, то вы увидите, что количество языков России там очень маленькое. Сейчас я нажму языки. Посмотрите на языки. Презентация же, вернее, у меня же экран все еще виден, да? Да. Посмотрите на языки. У нас есть малагасийский и есть малайский. А теперь скажите, сколько языков в России, а их больше 170, я как человек этим занимающийся знаю, здесь представлены. Где? Посмотрите. Чувашский и все на этом. Татарский еще есть, по-моему. По-моему, остинский разве не ввели? Нет еще? Нет. Осетинский сейчас в самом разгаре.
слава богу, год назад университет выиграл грант республиканский по созданию корпуса русско-осетинских текстов. Что это значит? Это больше 100 тысяч текстов, которые написаны на русском и на осетинском языке. Этот материал сейчас передан в Яндекс. И Яндекс анонсировал уже полгодика назад, нет, вот месяц назад Яндекс анонсировал, что первым из языков, которые будут сделаны в переводчике, это будет осетинский, потому что там готов корпус. Проблема вся этих малых языков состоит в том, что нет в цифровом виде данных нужного объема для того, чтобы обучить нейронные сети. И вот осетинский сейчас в каком-то альфа-бета-тестировании, то есть его тестирует закрытый круг людей, и когда его протестируют, он появится в Яндексе. И тогда Яндекс сможет сделать подстрочный перевод. Все прекрасно. То есть просто ждем. Ждем. Правда, просто так ждать нельзя, потому что университет уже 3 года кричит, что они сделали переводчик Яндекс, переводчик русско-осетинский автоматически. Но, к сожалению, процесс вот только сейчас перешел в активную стадию. Не, ну мы-то ждем, когда это будет, а вы работаете над следующими, и университет над следующими этапами. Хорошо. Спасибо большое, Марья Дмитриевна, за такую фееричную, очень интересную, очень насыщенную, самое главное, очень важную лекцию для, в принципе, вообще для каждого человека, но для учителя это очень важно, потому что учителю нужны помощники. Я с удовольствием тоже прослушала, думаю, что каждый из участников в сети, не в сети, но будет благодарен, когда будет смотреть вашу лекцию. И я вас неправильно представила. Ваша лекция – это не лекция старшего преподавателя Северо-Осетинского госуниверситета, а это лекция промпт-инженера, да, Яндекс-лицея. Ой, Яндекса, да? Яндекса. Не промпт-инженера на самом деле, а просто инженера, работающего с обучением Яндекс.GPT. Сейчас, как Тренер называется это, называется. Тренер Яндекс.GPT. Искусственного интеллекта. Да. Яндекс.GPT. Ну, очень круто. Спасибо вам большое. Так, если есть пожелания или комментарии, или вопросы, то давайте зададим устно или письменно. Если нет, предлагаю сделать небольшой перерыв. Ну вот я предлагаю хотя бы минут все-таки 10. Ирина Евгеньевна, вы не против? 10 минут, чтобы мы начали. Вот сейчас 13:54, в 14:05, поскольку мы знаем, что мы вроде бы укладываемся. Если вопросов нет, то в 14:05 мы начинаем небольшой перерыв. Огромное всем спасибо за активность и взаимодействие. Перерыв до 14:05.
Так, ровно 14:05. Уважаемые коллеги, если вы не против, давайте продолжим. И сегодня наш день завершается лекцией диалогом Ирины Евгеньевны Маловой. Это 3-я лекция цикла, который связан с методикой обучения решению задач на доказательство и построение. Сегодня это лекция на построение. Ирина Евгеньевна, вам слово. Уважаемые коллеги, добрый день. Работаем мы в том же самом режиме, поэтому, если нет возможности включить диалог, на сегодня у нас с вами возникла вот эта тема, связанная с построением. Все началось в октябре 2023 года, когда семинар Мартковича проходил в Смоленске. Там меня из Московского городского педагогического университета попросили провести у них в Москве интерактивное занятие с участниками форума, название которого «Градиент». И там же на семинаре Мартковича в рамках подведения итогов поставили вопрос, что учителя вообще из программы выбрасывают главу, которая посвящена задачам на построение. Но я подумала, может, это делается потому, что есть проблемы с методикой. И таким образом в январе в Москве в педагогическом университете я проводила со слушателями занятие такое интерактивное по работе с задачами на построение. Это понравилась методика руководителям семинара. И меня пригласили на семинар Алексея Владиславовича Боровских в МГУ рассказать об этой методике. Ну и когда пришел черед конструировать темы школы, Вера Сергеевна говорит, а давайте мы вот эту тему тоже рассмотрим с нашими учителями. Поэтому мы с вами сегодня работаем с задачами на построение. План у нас такой. У нас есть теоретические вопросы, они касаются базовых методических знаний.
К этим базовым методическим знаниям относятся, там подзаголовки у вас в раздаточном материале есть, алгоритмы, базовые задачи, геометрические места точек, методы решения задач и этапы работы над задачей. Самое трудное – это выбрать метод, и вот в математической литературе нет информации о том, как догадаться, что задача решается тем или иным методом, то есть это методическая такая задача. Мы посмотрим в пункте номер 2, как это сделать. Опять же, очень трудно составить план решения задачи, то есть понять, как она решается. Поэтому мы с вами уделим вопрос тому, что подсказывает методика по организации поиска способа решения задач. И будет у нас практикум. Официально в практикуме у нас будет 4 задачи и 2 дополнительные благодаря Владимиру Николаевичу Дятлову. Итак, рассмотрим базовые методические задачи. Это в первую очередь алгоритмы решения. То есть есть задачи, где нужно знать, в какой последовательности они решаются. Вот эти задачи называются базовыми. Здесь некоторый список представлен. То есть нужно построить отрезок или угол, равный данному, построить середину отрезка, биссектрису угла, треугольник по 3 базовым элементам, как в признаках описано, построить перпендикуляр к прямой с точки лежащей или не лежащей на прямой. Какие возникают вопросы из методики? Первое. Как ввести алгоритмы построения? Вот в записи от 27 октября 2023 года Владимир Николаевич Дятлов предлагает вариант «Рассуждаем от требования». Например, мы хотим построить биссектрису, и мы задаем угла. И мы задаем себе вопрос, а как мы можем быть уверены, что у нас будет биссектриса? Нам нужны треугольники равные, и дальше раскручивается сюжет, как их построить. Когда я работаю со студентами, а студенты нынешние – это те, которые в школе не изучали раздел «Задачи на построение», то я поступаю немножко по-другому. Стоит задача, например, построить середину отрезка. Мы начинаем подбирать физические инструменты, то есть что мы берем, циркуль или линейку? Ну, понятно, что линейка нам не понадобится, у нас еще нет этих 2 точек, значит, нам нужен циркуль. А куда поставить ножку циркуля? И вот таким вот образом через инструменты приходят к открытию самих алгоритмов. А второй методический вопрос – как организовать этап доказательства, потому что мы построили, а потом нужно доказать, да, что у нас построилась биссектриса или середина отрезка и так далее. Здесь очень удобно рассуждать о требованиях. В каком случае 2 угла равны? Почему эти треугольники равны? И так далее, и так далее. Второй базовый вопрос – это геометрические места точек, потому что задачи на построение связаны именно с геометрическими местоточками. Здесь перечислены геометрические места точек. Давайте мы с вами продолжим фразы. Первое геометрическое место – это серединный перпендикуляр к отрезку. Каким свойством обладают все такие точки? Продолжим фразу. Это множество всех точек плоскости. И в раздаточном материале можно прописать. Каким свойством обладают все точки серединного перпендикуляра к отрезку? Равноудалены от концов отрезка. Да, Ольга Вдовина написала равноудаленных от концов отрезка. В раздаточном материале я рекомендую прописать. Второе геометрическое место точек – это окружность, как множество всех точек плоскости. Прописали, молодцы. Теперь про окружность, что получится. Каким свойством? Равноудаленных от одной точки. Сегодня мороженое зарабатывает Ольга Вдовина. Биссектриса угла – это множество всех точек плоскости. Отлично. Подключается и Рита. Я забыла отчество. Отлично. От сторон угла. Итак, множество всех Я равна.
Ага, равноудаленных от сторон угла. Молодцы. Следующее. Прямая параллельная данная. Здесь уже слово «всех» не подходит, потому что таких прямых две. Поехали. Это как множество точек плоскости, находящихся на заданном расстоянии от заданной прямой. Если говорить о множестве всех точек, то нужно говорить о двух таких прямых. Теперь какие вопросы методики возникают в связи с геометрическими местами точек? Вот здесь крутая математика. Вопрос первый. Чем определяется структура утверждений о геометрических местах точек? Ответ я прописала. Наличием квантора общности. Все точки. Поэтому структура теоремы имеет вид А тогда и только тогда, когда Б. Сейчас мы переговорим на конкретику. Давайте посмотрим. Если я скажу начало фразы, вот из А следует Б. Если точка лежит на рассматриваемом геометрическом месте точек, то она обладает рассматриваемым свойством. Это общий подход. Например, если точка лежит на серединном перпендикуляре, то она равно удалена от концов отрезка. А когда мы говорим квантор общности, то мы должны еще и в обратную сторону взять, что вся такая прямая будет, а не ее кусочек. Как будет звучать из Б следует А? Если все точки равноудалены, Не-не-не. лежат. Нет? Давайте еще раз. Я А проговорю, а вы запишите в свой раздаточный материал. Если точка лежит на рассматриваемом геометрическом месте точек, например, в скобках, на серединном перпендикуляре к отрезку, то она обладает рассматриваемым свойством в скобках равно удалена от концов отрезка. А теперь в обратную сторону. Если точка равно удалена от концов отрезка, спасибо большое, Елена Евгеньевна, то она лежит на серединном перпендикуляре. То есть мы не кусочек серединного перпендикуляра берем, а уже всю эту прямую, и тогда вот квантор общности закрывается. И, соответственно, каким же образом доказываются теоремы? Это наша с вами первая лекция. Когда нам нужно доказать туда и обратно, то обратную теорему заменяем на противоположную прямой. То есть в первой части мы доказываем, если точка лежит на серединном перпендикуляре, тогда она равно удалена, а во второй части из не А следует не Б. Как будет звучать теорема? Если точка Если точка не лежит на серединном перпендикуляре, то она не равноудалена. А то тут немножко наоборот написали на экране. Прямая лежит, противоположная не лежит. Прямая равно удалена, противоположная не равно удалена. И чаще всего именно так доказывается. Мы-то это с вами обсуждали. Третья теория связана с методами решения задач. Мы выделим 4 таких метода. Значит, есть официальное название. Я добавляю еще метод, который идет номером 1. Метод вспомогательного треугольника. То есть сначала строится некий треугольник, он вспомогательный, а потом от него отталкивается. Метод геометрических мест точек – это условное название, потому что раз мы везде пользуемся циркулем, значит, у нас везде, в каждом методе есть геометрическое место точек, связанное с окружностью. Но просто есть особенности решения задач.
Дальше. Метод движений. Это где мы параллельный перенос используем, симметрию такую или сякую. Вот. И метод подобия. Что относится к вопросам методики? В первую очередь, как распознать этот метод? А традиция такая, что нужно выделить признаки распознавания. Мы с вами их потом посмотрим. И второй вопрос, над которым тоже много пришлось думать, а есть ли особенности реализации метода? Или все вот они как-то одинаково решаются? Но сейчас мы будем разбираться. Четвертый базовый вопрос – это этапы работы над задачей. Как над любой другой задачей, все надо начинать с анализа условия. Но если вы откроете любой учебник по геометрии и будете смотреть раздел «Задачи на построение», там не выделяются такие этапы, как сейчас на доске. Этап официально исторически называется анализ задачи, который подразумевает два этапа. Но поскольку анализ условий и поиск способа решения имеют разные цели, я рекомендую их разделить. Вот даже в нашем пособии, которое в 2009 года, мы еще по традиции шли, а потом вот опыт показывает, что надо отдельно выделять этап анализа условий и поиск способа решения. Как выполняется этап анализа условия? Это как аксиому, вот проговорили, выучили наизусть. Предполагаем задачу решенной, делаем рисунок и наносим на него все данные задачи. Вот этот квантор тоже важен. Если какое-то данное мы не нанесли, потом очень трудно будет отгадать, как задачу решить. Нужно нанести все данные задачи. Поиск способа решения задачи включает два этапа. Первое. Определяем метод решения, вот по тем признакам, которые мы с вами рассмотрим. И потом мы разработали определенную схему рассуждений, которая позволяет подойти к плану решения задачи. Третий этап, мы его не будем рассматривать, это самостоятельно вы дома посмотрите, называется этап построения. Мы строим и описываем каждый шаг. Если вы представите себе тетрадочку, то вы, как мне показать, слева пишете «дано» и рисуете те отрезки или углы, которые даны. Потом вы строите, и дальше вы описываете. Первый шаг – строим то-то, точка, двоеточие, как построили. Строим то-то, точка, запятой, вернее, и как построили. Если вы строите что-то из базового, например, строите середину отрезка, то вы не описываете шаги построения. Вы пишете «строим точку С, двоеточие С, середина отрезка АБ». То есть если базовое внутри или треугольник вы строите, вы его уже пишете только по каким элементам, но не пишете 1, 2, 3. Дальше мы должны на четвертом этапе доказать, что построенная фигура является искомой. Как это делают? Нужно было построить треугольник, в котором то-то, то-то, то-то. И вот мы говорим, в этом треугольнике это медиана, в скобках, на построении таком-то мы это учитывали. Медиана равна заданной величине, в скобках пишем, на каком шаге построения. И заканчивается этот этап выводом. Значит, построенная фигура удовлетворяет ТТТ и является искомой. Если это такая достаточно простая задача, то мы делаем как? Доказательство проводим устно, а когда у нас завершилось описание построения, и мы проверили, мы пишем, построенный там треугольник или что там удовлетворяет всем требованиям задачи, значит, является искомой. Последний этап, пятый, он называется исследование. Здесь нужно определить, при каких условиях задача имеет решение, если имеет. А если имеет, то сколько. Вот. И анализируется каждый шаг, допустим, вы строили точку пересечения окружности и прямой. При каких условиях они будут иметь одну точку, две точки или вообще ни одной. И вот так, анализируя каждый шаг, мы определяем, когда есть решение, когда их нет. Теперь переходим уже к вопросам, непосредственно приближающим нас. Сначала давайте посмотрим по интуиции.
Здесь выделено им желтым цветом, и у вас прописано тоже в раздаточном материале признаки, которые помогут найти метод. Если можно на нашем рисунке, после того, как мы провели анализ условия задачи, выделить треугольник, который можно построить, то каким методом можно решить эту задачу из тех 4, которые есть? Ну, наверное, метод вспомогательного треугольника. Отлично. Ну, теперь, пожалуйста, остались 3 признака. О, я знаю, что вот по этому признаку будет такой-то метод. Пожалуйста, что выбираем? Молодцы, метод вспомогательного треугольника. Оксана, Ольга. Прочитайте признаки и скажите, я знаю, что если вот такие признаки, то такой-то метод. Тогда методом исключения будем дальше работать. Вот у нас дальше осталось 3 признака, 3 метода. Если среди данных есть те, которые связаны с подобием, то, наверное, метод подобия. Умнички! Он очень прозрачный, да? А что значит данные, связанные с подобием? Ну, допустим, отношение сторон дано, а это уже как-то участвует подобие. Вот написали, что второй – это движение. То есть если требуется расположить фигуру среди данных, то это движение. Понятно. Вот задерживаются, закрепляются со слова «расположить». Это тоже хорошо. Ну и остался 4. Если речь идет о расстоянии, то мы будем говорить о геометрическом месте точек. У вас там в раздаточном материале нужно эти методы указать. Двигаемся дальше. Если я спешу, вы мне скажете остановиться. Вот таким образом выбраны наши методы. Теперь трудный вопрос, который называется организация поиска способа решения задач. Здесь вот вы видите на экране 2 части. В каждом методе есть одна и та же базовая составляющая, а потом в каждом методе есть какой-то нюанс. Что собой представляет базовая составляющая? Это как последовательность шагов. Первое. Одну из точек выбрать в качестве искомой. Чтобы додуматься до этого шага, я очень много разной литературы прочитала, и мне очень понравилась в какой-то книге фраза «Все задачи на построение сводятся к построению некоторой точки». Ну а теперь, чтобы точку построить, нам нужно иметь 2 условия, которым удовлетворяет эта искомая точка. Как эти условия определяют? Смотрим на рисунок, и из анализа рисунка мы эти условия выделим. А каждое условие определяет свою фигуру, на которой должна лежать искомая точка. И таким образом мы делаем вывод, что искомая точка есть пересечение выявленных фигур. Алгоритм такой длинный, поэтому выделены ключевые слова «точка», «условия», «фигуры», у нас их 2 будет, и сделать вывод. Закодировали по Шаталову, получили слово «туф», и поэтому какая схема поиска способа решения задач на построение? Схема ТУФ. А стрелка показывает, что от выявленных фигур нам нужно будет сделать вывод о этой точке. Какие же есть особенности у метода? И я вам рекомендую эти особенности подписать также под картинкой, как мы указали метод вспомогательного треугольника, и под ним сделать картинку. Прежде чем применять схему ТУФ для вспомогательного треугольника, мы сначала построим этот вспомогательный треугольник, раз он есть. И тогда начинаем рассуждать, а какие еще останутся точки построить, и пошли на схему ТУФ. Если мы разбираем метод движения, то мы выбираем искомую точку, 2 условия которым она удовлетворяет.
И вот из какого-то из этих двух условий нужно определить, какое движение связано с искомой точкой. И тогда по определенному приему, он будет на следующем слайде, нам нужно будет перейти к фигуре. Если мы говорим о методе подобия, допустим, строим треугольник, если другая фигура, значит, тогда подобную фигуру построить. Но у нас будет треугольник, поэтому сначала построить треугольник подобный искомому, а потом применить схему ТУФ. Если мы говорим о методе геометрических мест, то сначала мы определяем искомую точку, два условия, а уже из условий, запятая, связанных с расстоянием, мы говорим, о каком геометрическом месте точек будем... о биссектрисии угла. Все, тогда у нас фигура определилась. Вот такие особенности. Теперь вот этот прием, когда нам нужно использовать движение, а потом перейти к фигурам. Есть очень хорошая рекомендация у Четверухина. Вот когда так абстрактно этот прием показать, тогда он становится понятным. Вот представили, что у нас есть две линии, желтая и красная на экране. Одна F, другая G. И есть прямая, это как у него написано, XX, я не знаю, почему одинаковая буковка, без штришков, как есть, так есть. Она считается осью симметрии. И задача стоит такая. Построить на данных линиях точки, симметричные относительно этой прямой. Какая есть идея решения, чтобы найти хотя бы одну такую точку? Например, хочу найти такую точку на красной линии. Что мне сделать? Идеи, пожалуйста, коллеги. Может быть, взять точку на кривой и провести перпендикуляр? Нет, а какую точку? Нам же надо, чтобы на желтой и на красной оказались симметричные точки. Здесь нужно работать с фигурами. Точку. Угу. Хочу на красной найти точку, которая будет симметрична некоторой точке, лежащей на желтой кривой. Что сделать? Ну, провести прямую перпендикулярную XX и расстояние измерить. Но я не буду гарантировать, где мне этот перпендикуляр проводить, это же бесконечное количество. Сдаетесь? Ну, да. Да. Ну, представьте себе, что вы листик перегнули. Вот, построить симметричную кривую. То есть мы берем желтую кривую, да, и строим ей симметричную. Желтую штрих, так называемая. И вот где желтая штрих пересечет красную, мы как раз получим точечки на красной прямой. А вот кто-то говорит, что можно начинать с красной. Нет вопросов. Да, могу и красную налево как бы так симметрично отразить. Но если я хоть одну точечку нашла, тогда симметричную ей построить, просто перпендикуляр провести до пересечения. Вот пересечение их найти. Значит, держим эту картинку, когда придется решать задачу. Переходим к практикуму. Я уже говорила, что у нас будет 4 задачи. Они у вас прописаны, но мы будем с вами осваивать отдельно. Сначала на всех задачах мы освоим анализ, потом вернемся, на всех задачах освоим поиск способа решения задачи. И будем использовать прием, который вчера обнаружили. Вы делаете у себя картинку и отправляете Ирине, и смотрим на экране, что у нас получилось. Итак, поехали. То есть сначала мы с вами по каждой из этих 4 задач выполним анализ условия. То есть ваша задача предположить, что она решена, выполнить рисунок, нанести все данные задачи. А потом, чтобы нам на 2 слайда не уходить, когда вы это сделаете, вы потом озвучите, какой, на ваш взгляд, здесь будет дальше применяться метод решения. Задача вот такая. Дан треугольник АБС с прямым углом А.
На стороне АБ построить точку М, находящуюся на расстоянии АМ от прямой BC. Это задача из Атанасяна номер 321. Итак, ваша сейчас задача. Предположили, что задача решена, то есть прямоугольный треугольник у вас есть, и у вас есть такая точка М, там-то лежащая, так-то, так-то расположенная. Когда это сделали, сфотографировали, и Ирина с нами. Вера Сергеевна, Ирина с нами, поможет нам? Она с нами, да, сейчас она там немножечко. Да, я с вами просто параллельно что-то делаю и не успеваю переключаться. Я с вами, я здесь, WhatsApp работает, так что присылайте. Ира, WhatsApp у тебя на компьютере, да, включен, на ноутбуке? Да, у меня включен, да. Отлично. Телеграм тоже включен, если что, у меня все здесь, все работает. Я почему говорю, если у коллег WhatsApp включен на этом компьютере или там на устройстве, в смысле стационарном, то они могут и сами сюда размещать. Да, ну, как кому удобно. да. Файлы можете просто отправлять, и все сами. Ждем. Да. Пока вы рисуете, я скажу, в Москве мне выделили и компьютерную доску, и обычную доску. И вот выходили люди из аудитории, это же интерактивное занятие было, делали рисунок, наносили данные задачи, а потом так же, как и мы с вами, сравним с моей заготовкой. Есть у нас первые результаты? Мне пока ничего никто не прислал. Ждем. Коллеги, если нам нужно просто подождать, вы скажите, а если вы не хотите этого делать, вы тоже скажите. Я думаю, что все делают. Делают? Отлично. Я думаю, что да. Вы знаете, вот тут важно делать, чем не делать, потому что когда показывает методист свое решение, кажется легко и просто. А когда сам делаешь, тогда ты вот то, что у тебя где-то западало, оно как раз проявится. Я никогда не стесняюсь ни на каких конференциях, хоть я там и профессор, доктор наук, задавать вопросы, которые кому-то могут показаться и стыдными, что это такое, профессор не знает. Но я все-таки уйду с обогащением знания. А так, что ж это? Ира, почему у тебя исчезла презентация? Так должно? Ну, и сейчас, наверное, будут картинки показываться. Все, поняла, хорошо. Есть, Ира, кто-нибудь прислал? Так, сейчас я смотрю. Пока Да, я загружаю 2 секундочки. Я вот что-то отправила, но не очень понимаю, это то, что от меня требовалось или нет. Это Инесса Ивановна, первый ее рисунок. Хорошо. Проверяем. Указано, что треугольник прямоугольный. На стороне БА указана точка М, да, которую нам нужно построить. И указано, что эта точка М находится на одинаковом расстоянии от точки А, вот черточки стоят. Таким образом, мы видим, что все данные задачи нанесены на чертеж. Кто-то еще сделал? Да, сейчас, секундочку, Любовь Петровну загружу. И еще кто-то прислал. Так, это все выключаю, да, этот? Да, это достаточно. Угу. Да, я перестаралась, я уже начала решать. Нет, решать нельзя. Все, поняла, да. До решения это еще 3-й этап, нам еще далеко.
Ага. Это Это уже, Любовь Петровна, да. но немножко вот. Да, Любовь Петровна уже забежала далеко вперед. Да, здесь нужно было показать прямоугольный треугольник. Проверяйте свои картинки. Значит, я где-то немножечко ошиблась. Я не сказала, что рисунок хорошо бы сделать слева, чтобы осталось место для поиска. Все, давайте вернем теперь мою презентацию. Молодцы. А у нас еще один ответ есть. Может быть, я все-таки покажу? Конечно. Еще один рисуночек дам. Сейчас, секундочку. Вот, это спасибо большое, потому что здесь не все данные и не те данные. Очень хорошо, даже не будем называть человека. Спасибо вам большое, что вы это представили. Проверяем. Не указано, что треугольник АБС у нас прямоугольный, и там даже сказано, какой угол прямой. Это нужно было показать. Дальше точка М, которая лежит на стороне АБ, что и требуется, должна быть находиться на расстоянии АМ от прямой БС. То есть МА должно равняться расстоянию до прямой BC. То есть нужно было из точки М показать перпендикуляр к BC. Тут, если легко вернуть рисунок самый первый, вот он у нас получился идеальный. Ну или поставить мою презентацию, там такой же рисунок, как был на рисунке первом. Здесь так Все, не получится. да, выключаю, да, это? Да. Можно, да. Ну, пока нам включают, я увидела, что здесь написали метод вспомогательного треугольника. Давайте с вами подумаем, так ли это, есть ли тут треугольник, который можно построить, или все-таки там какой-то другой метод. В чате жду ответы. У нас 4 признака, 4 метода. По какому признаку определить метод? Может, ГМТ? Почему? Какой у нас Ну, признак? потому что речь о расстоянии. Правильно. Речь о расстоянии. Да. Верните, пожалуйста, мою презентацию. Или я сама должна ее Ну, вернуть? я могу вам, но вы, если вы будете ее листать, то лучше вы, Ирина Николаевна. Хорошо. Ирина Евгеньевна, господи, Ирина Николаевна. Секунду, найдем быстро, где она у меня. На конце почти, что там. Угу. Да вроде нажала на нее. Угу. Вот смотрим картиночку. И правильно сказали, что у нас метод геометрических мест, потому что речь шла о расстоянии. Остались у кого-то вопросы? Переходим к анализу второй задачи. Задача такая же, работаем в том же режиме. Нет, не в том режиме. Здесь будем работать вслух и будем строить картинку вместе. Даны прямая и окружности точка А, не лежащая на них. Постройте квадрат ABCD так, чтобы вершина B лежала на данной прямой, а вершина D на данной окружности. Какую фигуру нам нужно построить? Вот я рекомендую начинать картинку, как будто задача решена, с квадрата. Постройте квадрат ABCD, а потом к квадрату пристраивайте, что у нас сказано, что вершина B должна лежать на прямой. Значит, какую-то прямую проводите через вершину B. А вершина D должна лежать на данной окружности. То есть через вершину D проводите какую-то окружность. Сделайте, пожалуйста, этот рисунок. Есть ли вопросы по построению рисунка?
Теперь нужно проговорить, какие данные вы отразите на рисунке. Какие данные нужно нанести на рисунок, иначе мы что-то не поймем из того, что нам дано. Предложение. Ольга Вдовина написала слово «квадрат». То есть надо, если я правильно понимаю, надо отразить, что мы построили квадрат. Как это отразить на рисунке? Что построенный четырехугольник – квадрат. Ну, указать равенство сторон и углов. Теперь давайте подумаем. Да? Много-много равенства указывать не очень хорошо. Какая точка нам задана? Д. Задана точка по условию задачи. А. Поэтому лучше всего вот это прямой угол и равная близенько, спасибо, много-много написали про точку А, отразить. То есть картинка должна быть вот такая. Строили вы, начинали квадратик, показали, что он квадрат, раз точка А, видите, я еще жирно ее выделила, она нам дана, чтобы нам про нее не забыть. Вот, показали, что соседние стороны равны, то, что параллельность, она видна, что угол у точки А прямой, и у нас с вами через Б проходит прямая А, через Д проходит какая-то окружность. У окружности нужно указать центр. Теперь нужно указать, определить, каким методом будем решать эту задачу и почему. Смотрим на признаки распознавания и определяем метод. Пока не вижу ни в чате. Ага, метод движения написала Инесса Ивановна. Осталось выяснить, почему. По какому признаку. Мы определяем, что здесь должен быть метод движения. Угу. Тоже Ольга Вдовина молодец. На основании какой подсказки в условиях задачи у нас будет выбран метод. Расположение фигуры между данными. Отлично. Итак, мы с этой составляющей разобрались. Перевернули страничку. Опять переходим к третьей задаче, а уже потом вернемся к поиску способа решения. Нужно построить треугольник. Это тоже картинки делаем, показываем, высылаем Ирине и смотрим. Построить треугольник по стороне, медиане, проведенной к одной из двух других сторон, и углу между данными стороной и медианой. Это 287-я задача. На рисуночках у себя обозначения, если есть возможность, делайте карандашиком, чтобы потом на поиске у нас одинаковые буковки были. Ждем картиночек.
Соответственно, метод решения потом скажете. Как там, Ирина, идут у нас картиночки? Пока нет. Идут. Ну, это последняя пауза, которую мы делаем, а потом уже будем без картиночек. Секундочку. Угу. Первая картиночка пришла. Мгм. Проверяем. Значит, у нас в итоге треугольник. Показано, что в нем одна сторона известна, ее обозначили буковкой А. Показали, что проведена медиана к одной из других сторон. Показали, что она медиана. Показали, что ее длина известна. И угол между медианой и стороной тоже выделен. Отлично. Замечаний нет. Есть еще картиночки? Так, вот здесь то, что слева нарисовали, это недопустимо. Слева нарисовали заданные элементы. Я уже говорила сегодня, это делается на этапе построения. Сейчас мы предполагаем задачу решенной. Там все правильно показано. То есть нужно было ограничиться только треугольником. Элементы вот эти для другого этапа. Спасибо. Есть еще кто-то? Да, сейчас, секундочку. Вот эти первые две картинки прислал один человек, если что. Не знаю почему. Да, ну, потому что... Вот нижняя да. картинка хорошо, а верхняя нет. Сейчас, секундочку. Это я. Спасибо, Инесса Ивановна, за помощь. Вот здесь чего не хватает? Смотрим. Непонятно, во-первых, жирно выделено, да, что сторона дана, но лучше писать, что ее длина фактически дана, потому что жирно, может, у нас что-то будет выделяться. Поэтому... Не стала писать буквы, вдруг у вас будут другие. Поэтому выделила жирно. Понятно. Ну все, тогда возвращаемся, да? Есть еще кто-то? Есть еще, да, секундочку. Сейчас есть еще одна картинка. Сейчас. Смотрим. Угу. Ну, тоже тут, видите, делали жирным, да, выделяли. Надо писать, какие длинные, что нам длины про них фактически известны, как отрезки. Итак, смотрим. Вот наша с вами остановка. Больше таких пауз у нас не будет. Итак, треугольник, прямо один в один такой, как построили на первом рисунке. Показано, что проведена медиана. Указано, что медиана дана буковкой М, угол альфа, сторона А и середина отрезка точка М. Ну, теперь каким методом будем решать задачу и почему?
2 оставались. Метод вспомогательного треугольника, Почему? потому что есть треугольник, который можно построить Это по какой? 2 сторонам и углу. Да, угол, треугольник АМС, да, можно построить по 2 сторонам и углы между ними. Итак, это у нас метод вспомогательного треугольника. И осталась последняя задача, где мы проговорим само построение, потому что оно похоже, только данные по-другому. Нужно построить треугольник АБС, то есть мы строим треугольник АБС, показываем, что в нем дан угол А, дужкой провели, строим медиану АМ, показываем медиану построили, что она А медиана и что ее длина известна, буковка М. Осталось показать, что стороны АБ и АС относятся как 2 к 1. Как это показать? Что сторона АБ в 2 раза больше стороны АС. Как на чертеже об этом сказать? Как Владимир Николаевич рекомендует делать? Как отражать в условиях на рисунке отношение элемента? Да, вести коэффициент. М? Не поняла. Переменные ввести. Да, ввести переменная. То есть меньшая сторона, скажем, x, тогда большая сторона А 2. вторая 2х. Хорошо. То есть картинка будет вот такой. Ну, можно любые другие буковки. Кто-то не любит переменные, они пишут 1 часть, 2 части. Но Владимир Николаевич рекомендует вот эту вспомогательную переменную делать, и я сделала так. Каким методом и почему? Подобие. Отлично, потому что Потому что есть элементы, связанные с подобием треугольника. точнее, вот кто-то написал соотношение, лучше Есть всего отношение сторон, да. АС и АБ. Отлично. Вот как только есть отношение или есть 2 угла, да, первый признак подобия 2 угла, тогда мы метод подобия применяем. Ну, теперь возвращаемся на задачу номер 1 и будем заниматься поиском способа ее решения. Итак, давайте вспомним, по какой схеме осуществляется поиск способа решения задач методом геометрических мест. Какова там схема рассуждений? Находите. Мы подписали на страничке 2 схему рассуждений для метода геометрических мест точек. Фигура, условие, точка. Нет, Нет? нет. Находите Туф, картинку. это мы разве не схему поиска написали? Нет, ТУФ – это общая база. А мы конкретизировали еще для метода геометрических мест. Какая там схема была? Одну Точка, условие, дальше. из точек выбрать. Нет. Фигура. Ваша задача вернуться на картинку с признаками. Страница номер 2. У нас 4 признака, под каждый написан метод, и под каждым методом написаны схемки. Да, нашли. Поехали. Точка, условие, ГМТ и фигура. Отлично. Итак, у нас с вами вот такая схема. И мы должны теперь обсуждать. Первое. Какую точку выберем за искомую? Давайте проговорим. Здесь легко. Какая точка будет искомой? Точка? К. Ну, К, про нее вообще ничего не известно, да? А точка, которая как раз нам и нужна. А нас просят построить точку. Какую точку по задаче просят построить? Точку. Точку М. Поэтому, конечно, здесь легко. Точка М у нас будет искомая. Потом покажу, как это оформить на доске. Каким 2 условиям, смотрим на картинку, удовлетворяет искомая точка?
лежит на стороне АБ. Это одно условие. Теперь второе условие. Расстояние от вершины А такое же, как и расстояние до прямой BC. Давайте переговорим. Вот это расстояние немножко по-другому, потому что с одной стороны до точки А, но там прямой угол. Поэтому точка М равно удалена от чего? От сторон тогда АС и БС, от прямых АС и БС. Умнички. Значит, теперь от этого второго условия, потому что из первого фигура у нас понятна уже, сторона АБ, определяем геометрическое место точек, где лежат все такие точки, которые равноудалены от АС и АБ и БС. На биссектрисе угла С. Отлично. И дальше будет вывод. Ну, теперь смотрите картиночку. Как я на доске рекомендую это оформить? И я вот не забыла сказать, что в раздаточном материале вы место оставили для оформления поиска способа решения. Вы у детей спросили, какая точка является искомой. На доске записали М-искомая. Потом мы что дальше должны делать? Мы должны выделить два условия. Мы написали на доске 1 и 2. Какие это условия? Смотрим на рисунок. Вот как вы и сказали. М принадлежит, тут опечатка, М принадлежит АБ. А второе условие, опять посмотрели на рисунок и записали М равно удалена от АС и БС. На этом закончилось у нас ТУ. Теперь от условий мы должны перевести к геометрическому месту точек. На каком геометрическом месте точек лежат все такие точки, равноудаленные от АС и БС? Как вы и сказали, на биссектрисе угла С. Назовем ее, допустим, CD. И на последнем вопросе, о каких фигурах идет речь, они просто подчеркиваются. Первая фигура – это АМ, вторая фигура – это CD. Какой вывод мы делаем про искомую точку? Последний наш шаг, стрелочка вот эта, что М является пересечением прямых АМ и CD. Вот мы проговорили, и теперь наша задача на основе этого поиска, потому что поиск заканчивается, составить план решения. Какую первую фигуру вы будете строить? Прежде чем искомую точку М иметь, что я построю? Треугольник. Треугольник дан по условию. Ну, тогда биссектрису угла С. То есть будем строить CD как биссектрису угла С. Вот только АБ вот здесь исправьте, и М пересечение АБ и CD. Как же это я забыла? Потом вы будете строить, когда биссектрису построите. Какую фигуру? Смотрим. Это есть, это есть. Можем построить искомую точку? Написали. Спасибо, Ольга. Точку М. Отлично. И вот наш план. На первом шаге мы построим CD, на втором шаге мы построим точку М. Дома рекомендую взять циркуль, линейку и все это простроить как положено. То есть выполнить этап построения и пры-пры-пры. Не устали еще? Ладно. Берем вот эту задачу. Значит, если я не успею, значит, я не успею. Что будет, то будет. Если скажете продолжить, продолжим. Сначала, по какой схеме осуществляется поиск способа решения задачи методом движений? Какая там схема? Молодец. Ой, молодцы. Вот сколько с него... Условия, движение, фигура. Отлично.
Вот наша схема. И мы по этой схеме с вами начинаем вести диалог. Какую точку выберем в качестве искомой? Какие у нас претенденты на это? Нам нужен квадрат. Какие точки мы выберем в качестве искомых? Одну из них, может быть, любую, какую скажете. Чтобы квадрат иметь, какую точку нам нужно бы еще хотя бы одну иметь? Точку А мы не можем взять в качестве искомой, потому что она нам дана. Вот два варианта. Либо точку Б, либо точку Д. Вот ваши два способа решения будут. Допустим, вот как у нас... Ага, спасибо, тут тоже вариант. Допустим, мы взяли точку Б в качестве искомой. Да, и, соответственно, у себя в тетрадочке мы уже показывали Б-вопрос. Дальше мы пишем. Нам нужны два условия. Ставим 1 и 2. И задаем детям вопрос. Каким двум условиям удовлетворяет точка Б? Эти условия ищем из рисунка. Поехали. Точка Б, первое условие какое? Лежит на прямой данной. Вот где я написала 1, первое условие, пишу Б принадлежит А. Смотрим на второе условие. Что еще связано с точкой Б? Что это за точка Б такая? Может, не любую точку напрямую записали? Б-вершина квадрата. Отлично. Теперь мы от этих условий, ну понятно, что от второго, потому что первое уже нам даст фигуру, нужно перейти к движению. Смотрим на рисунок. Какое движение связано с точкой Б? Какие у нас есть движения? Параллельный перенос, центральная симметрия, осевая симметрия и поворот. Смотрим. Вот, отлично, Надежда. Поворот. Вокруг какой точки, на 90 градусов сказали, вокруг какой точки? Точки А. Отлично. Итак, мы пришли к движению, что нам нужно рассмотреть поворот вокруг точки А на угол D. Как мне написать условие, что B с этим связано? Это пишется так. B переходит в точку D при каком движении? При повороте. Дальше надо указать, вокруг чего, на сколько градусов, в какую сторону. При повороте вокруг точки А на 90 градусов. Если у вас такая же картинка, как у меня, то по часовой или против часовой я в точку D приду. По часовой. Теперь наша задача перейти к фигурам. Первая фигура, уже подчеркиваем, это прямая А. И теперь возвращаемся к приему Четверухина. Там у нас были две симметричные, а нам нужны вот теперь точки, которые получаются при повороте. Одна точка, это точка D, лежит на окружности, точка B лежит на прямой. Как нам к точке B подобраться? Что мы должны сделать со второй фигурой? Вот у нас были красная линия и желтая. Нам на красной нужны были симметричные точки. Что мы делали с желтой линией? Строили симметрично относительно прямой. А теперь на языке поворота.
Значит, у нас вместо красной это прямая, вместо желтой это окружность. Нам нужны точки на красной линии. Что мы должны сделать с окружностью? Там у нас было построить симметрично. Вокруг чего? Вокруг точки А на 90 градусов, но в другую сторону, чтобы мы к прямой А подобрались. Ну и потом останется сделать вывод, что искомая точка является пересечением соответствующих фигур. Вот смотрите. Мы с вами уже записали B искомое, B лежит на прямой А, B является вершиной квадрата, второе условие. Отсюда мы сделали вывод, что точка B переходит в точку D при повороте вокруг А на 90 градусов по часовой стрелке. Теперь нужно перейти к фигурам. Первая фигура легкая, мы ее подчеркнули, прямую А. Теперь переходим. D лежит на окружности, значит B лежит на окружности, полученной из данной окружности при повороте вокруг точки А на 90 градусов. Я не стала символики использовать, словами все прописала. Против часовой стрелки, потому что поворот, он вот такой хитрый. Назовем ее окружности. С центром О', а радиус остается тот же, радиус R. И тогда мы делаем вывод, что искомая точка B, только не равно, потому что могут быть две точки пересечения, принадлежит пересечению прямой А и окружности с центром О', то есть точку О достаточно нам будет повернуть, и тем же самым радиусом. Какой у нас будет план построения? Первое, что мы построим? Окружность с центром О' и радиусом R. Второе, что мы построим? Точку B. Да, и потом на этапе исследования посмотрим относительно второй точки. Хорошо, итак, от квадрата у меня получилась точка А и точка Б. Как дальше квадрат будем достраивать? Точка А и точка Б есть. Какую дальше точку будем строить? Какую вершину квадрата будем дальше строить? Точка С еще осталась. И D еще осталось. У нас только B построить. Еще D, да. Еще Поэтому D, точно. удобнее какую точку построить номер 3 на третьем шаге? Точку, вершину. Отлично. Вершину D вон пишут. Коллеги, что я на чат не успеваю посмотреть, как на рисунок смотрю. Вершина D. С помощью какого инструмента я так раз и D построю? Одним циркулем, правильно. Я возьму расстояние АБ, да, и на окружности там у меня появится точка. А как я поставлю еще четвертую вершину, точку С? Спасибо, циркуль, циркуль, молодцы. Точку С я как построю? У меня уже есть А, Б, Д. Как С построить? Как пересечение? Можно как симметричную точки А относительно БД. Давайте по-другому спрошу. Какой инструмент возьму в руки и быстро сделаю? Циркуль. Две окружности, да? Я построю. Вот молодцы, написали циркулем из точек D и B, да, и мы сразу получим. Хорошо. То есть план наш такой. Мы строим окружность с центром О', радиусом R и построили точку B. Потом мы построили точку D, вот как точка пересечения, так циркулем раз-раз. И потом построили точку С, как мы проговорили. И тем самым мы построим квадрат ABCD. Третья задача.
По какой схеме решается задача методом вспомогательного треугольника? Точка, условия, фигура. Нет. Молодцы. Треугольник, потом точка, условия, фигура. Какой треугольник мы уже обсуждали? Здесь является вспомогательным. Какие буковки для этого треугольника? Отлично. Итак, я пишу в поиске в своем схеме треугольник АМС, который мне сказали раньше и сейчас написала Оксана, тире вспомогательный. Теперь дальше организуем диалог по схеме ТУФ. В нашем пособии эта задача с этим методом подробно решена, там такой диалог. Если мы построим вспомогательный треугольник, вершины искомого треугольника, какие вершины искомого треугольника будут определены? Будут определены вершины А и С. Какую вершину останется построить? Б. И отсюда какую точку выберем в качестве искомой? Точку Б. И вот я пишу Б-вопрос в нашей организации поиска. Теперь мы дальше должны определить два условия. Я пишу 1 и 2. Смотрим на рисунок, и из рисунка находим условие, которым удовлетворяет точка Б. Представили себе, что треугольник АМС мы построили. Какие два условия мы можем выделить относительно точки Б? Смотрим на рисунок. Что мы видим? Точка Б лежит на прямой СМ. Ну, поскольку Любовь Петровна... И СМ равно МБ. Да, поэтому я буду в том порядке, как озвучено. Здесь тоже в чате есть такие же. Итак, B принадлежит МС, и СМ равняется BM. Переходим к последнему пункту. На каких фигурах лежит? Из первого условия мы получаем какую фигуру? Она уже указана, да? B принадлежит МС, значит, я МС подчеркнула. Первая фигура – это прямая МС. Теперь второе условие. CM равняется BM. Смотрите, это я со студентами так говорила. Берем вот эту запись. CM равняется BM. Нас интересует точка B искомая. Я в этом равенстве над точкой B поставила знак вопроса. А все остальные точки C, M слева и M справа, подчеркнула, они у нас даны. И теперь начинаю проговаривать. Это исходя из равенства. Могу сказать, какой инструмент я в руки возьму, и тогда мы придем к фигуре. А я теперь переговорю. Точка B находится на расстоянии CM от точки M. Какой фигуре она принадлежит? Где лежат все такие точки? Нет, не на прямой. Где лежат все такие точки, которые находятся на заданном расстоянии от заданной точки? Окружности. Поэтому, если трудно на языке расстояния, говорите на языке инструментов. И я буду писать, отсюда точка B принадлежит окружности. С каким центром? Куда ножку циркнула? Не услышала. В точке М увидела. Хорошо. С каким радиусом? БМ или МЦ. Да, потому что у меня Б еще нет, поэтому МЦ. Да. Ну все, и останется нам сделать вывод, что искомая точка пересечения соответствующих фигур. И вот у нас картинка этого поиска. Первое мы написали, такой-то треугольник вспомогательный, и его на рисуночке закрасили.
тогда виднее становится все остальное. Выбрали точку B в качестве искомой, указали эти оба условия, потом стали обсуждать, на каких фигурах. Вот мы эти фигуры где-то подчеркнули, а где-то их прямо определили. И последняя строчка, сделали вывод, что точка B есть пересечение фигур. Какой план решения, построения? Что первое будем строить? Треугольник АМ по заданным условиям. По двум сторонам и углу между ними. Хорошо. Ними. На втором шаге что мы будем строить? Точку Б. Как пересечение того всего. Отлично. Вот наш план. И останется нам только потом соединить А с Б, чтобы треугольник окончательно построился. Молодцы. Нет, 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 Ольга, мы не окружность строим на втором шаге, да, потому что сразу мы точку Б можем построить. Вот наш второй шаг, точку, ага. А для нее как пересечение, мы же окружность отдельно проводить не будем, а будем прям писать точка Б, есть пересечение того всего, не нужно отдельно. Это как бы построить точку пересечения и понятно, каких фигур. Отдельно окружность не рисуем. Осталась последняя задача. Это... Так. Вера Сергеевна, вы нам нужны. Я увлеклась, время закончилось. Что делаем? Ну, да. Не поняла? Угу. Сейчас я включусь. Угу. Вот. Смотрите, как коллеги, мне кажется, что нужно закончить. Те, кто остался, они остались. Те, кто... В общем, предлагаю сделать так. Продолжить и завершить. Ну, имеется в виду, чтобы... То есть решить эту задачу и дальше быстро-быстро завершить. Да. Ну, чтобы... Да, давайте дорешаем четвертую. Хорошо. Опять, по какой схеме осуществляется поиск способа решения задачи этим методом? То есть методом подобия. Подобные треугольники ищем. Нет, один. Потом искомую точку. Один да? подобный треугольник, а потом применяем схему ТУФ. Что касается метода подобия, там есть стандартные алгоритмы. Это вы посмотрите, они во всех книгах есть, да? Там такой алгоритм. Построить подобный треугольник, определить коэффициент подобия и построить исход. А я вот хочу сейчас вам показать, что можно по этой же схеме ТУФ это сделать. Я тогда буду сама в готовом виде, да, раз наше время вышло. Итак, наша схема подобный треугольник, потом ТУФ. Вот мы построили. Пусть треугольник А, Б, первое, С, первое подобен искомому. Вот я отдельно его построила. Просто А, Б, С1. Я там специальным образом с помощью циркуля указывала, что вот у меня дужка такая на стороне АБ есть, что сторона АБ1 в 2 раза больше, чем АС1. И уголочек мне дан, вот подобный треугольник по этим данным. По углу и отношению сторон я построила. Теперь мне осталось определить, какая точка будет искомая. Но там данные есть еще про точку М, поэтому разумно точку М выбрать в качестве искомой. Каким условием удовлетворяет? Смотрим на рисунок. Что АМ, во-первых, медиана. Значит, в подобном треугольнике нам нужна тоже такая же медиана. Вот АМ1 мы провели. То есть она и через коэффициент подобия тоже находится, что надо разговаривать про медиану, она нам даст. Поэтому первая фигура, на которой мы получим точку М, это прямая АМ1. Вот. Если мы вот так будем продолжать, то здесь где-то лежит. А второе условие на рисунке видно. То есть первое – это медиана, мы договорили. И второе условие, что медиана равна m. А это уже окружность с центром в точке А и радиусом m. Вот эта искомая наша точка будет такая. А если мы построим вот эту точку m, вот так прикинули, вот здесь, как мы достроим до искомого треугольника? У нас есть А, у нас есть угол,
Где у меня будет точка Б, где у меня будет точка С. Как мне сохранить вот это подобие и получить точку B1? Чтобы подобие сохранилось. Сдаемся? Параллельность использовать, да, потому что нам надо угол сохранить, а для этого и пропорциональность сторон. То есть нужно будет провести параллельно. Сейчас я покажу. Значит, первое. Мы построили... Так. Вам видно? Не закрывают мои картинки? Ага. Построили этот подобный треугольник B1, C1 и в нем провели медиану AM1. На втором шаге мы построили точку М. Каким образом? Продлили AM1 и отложили расстояние М. Как нам получить теперь точку Б? Мы проводим BC параллельно B1, C1 через точку М. Вот так параллельно провели. Теперь где будет точка B1? B на продолжении АБ. Где будет С? На продолжении АС. И вот эти хвостики написаны. Таким образом задача будет решена. Если есть вопросы, спросите. Если понятно, напишите знак плюс, чтобы я поняла. Угу. Спасибо, Анастасия, спасибо. Ну, хорошо. Значит, у вас там есть еще две задачи. Меня сильно не волнует этот сюжет, потому что если... Я вам рекомендую, как поступить. Дома самостоятельно посмотреть. Если что, есть Владимир Николаевич, который 27 октября 2023 года с этими задачами работал. Единственное, что вы попробуйте сами порешать, сделать анализ условия, поиск способа решения, а потом посмотреть Владимира Николаевича. Это была задача номер 270 и также разобрана задача 313. В раздаточном материале они есть. И в нашей книжке вот здесь написано, где, сколько всего, много-много-много по задаче на построение есть. Это в презентации, и оно у вас прописано в раздаточном материале. Мне казалось, что я где-то это прописала. Ну, посмотрите. Большое спасибо всем. Простите, что я перебрала время. Да нет, вы даже его не добрали, мы же позже начали на 10 минут. Не, официально 15-20 мы должны были закончить. Да, ваша лекция, она как бы ровно столько, сколько надо было. Спасибо большое, Ирина Евгеньевна. Вот Владимир Дятлов нам рекомендует еще одну книгу посмотреть с буковками ОО. А то один раз вы говорили, там трудно было понять. Теперь написано. Спасибо, Владимир Николаевич. Спасибо коллегам за то, что вы участвовали. Значит, у нас сегодня мороженое получают Ольга Вдовина, Инесса Ивановна. Дальше много у нас участвовала еще какая-то Оксана у нас участвовала. Ничего, Владимир Николаевич, все равно вы с нами, это тоже хорошо. Фатима Казбековна чуть-чуть участвовала. Конфетку Фатиме Казбековне. Так, хорошо. Ну, вы сами оцените свою активность и наградите тем, что хотите. Я закончила, говорю. Владимир Николаевич написал про книжку, но чтобы с ней знакомиться, ее нужно сюда, в этот чат положить, потому что ее в свободном доступе нет, он ее копировал сам и мне прислал. Значит, я должна ее тогда сейчас найти и отыскать и положить сюда. Вот. Но это на это за какое-то время, она мне не близко. Хорошо. Вот, значит, ну, в любом случае я в чат положу, хорошо, это мы сделаем.
Значит, ну, на сегодня... За конфетку спасибо. Нет, я просто когда-то в аспирантуре такое было правило, я его завела Нина Григорьевна. Ага, Нина Григорьевна Гельфман. Все трудно давалось, хоть что-нибудь удалось наградить себя чем-нибудь вкусненьким. Так что награждаю себя за активное участие. Я тоже придумаю себе какую-то награду. Спасибо, Елена Андреевна, я вас люблю. Самый первый человек, наверное, с которым я познакомилась, да, вместе с Любовью Петровной. Елена Андреевна Качур были. Спасибо. Так, вот я нашла Сазоненко или Сазоненко, как правильно, не знаю. Сейчас я ее положу сюда, и тогда мы после этого... Ну, пока я хочу задать вопрос коллегам про завтра, но сначала давайте вот сейчас вот так сделаем. Вон ударение поставил Владимир Николаевич. Сазоненко. Сазоненко, ага, понятно. Так, построение треугольника. Хорошо, я сейчас в чаты положу, в файлы, в доки, да, вот как он файл называется. Я Вот сейчас... еще у нас Алексеева Елена Евгеньевна прислала еще одну книжку, еще одних авторов. Так, ну их надо положить в файлы и разрешить доступ. Если именно книгу, не информацию о книге, а книгу, вот Сазоненко я сейчас здесь размещаю и сейчас разрешу. Спасибо, Елена Андреевна, за теплые слова. Сейчас откроется. Ирина Евгеньевна, большое спасибо. Мне кажется, что эти 3 лекции, они прямо вот какой-то такой очень большой блок работы закрыли. И если бы, но я уверена, что вряд ли кто-то самостоятельно так вот смог бы детально поработать над методикой обучения. Мне кажется, что если вот работать с такой детализированной методикой, то можно научить, наверное, каждого, независимо от способностей и так далее. Да я благодарна вот учителям, которые, хоть трудно устраивать диалог дистанционно, потому что, ну, понятно, технические составляющие, все равно мне понравилось, как участвовали в диалоге, это было просто чудесно. Теперь глаза в глаза, в горах. Пишите заявки, кому что хочется. Да, хорошо. Коллеги, пожалуйста, вы можете прокомментировать что-то, что вам за весь день сегодня понравилось или вообще. Мне кажется, что день получился насыщенный, он какой-то такой разнообразный. И сложность была, и моделирование было, и искусственный интеллект, и такая вот методика. В диалоге. Да, в диалоге. Мне кажется, что здесь практически тоже все было. Ну и вообще и первый, и второй день, в общем, были насыщенными. Вот. У нас завтра остается в лекционной части лекция Мардахаева и Елены Львовны. Вот мы тоже, она очень много делает и работает с учителями. И в частности, сейчас она тоже у них школа проходит. Вот, с учителями. Так что она любезно согласилась завтра перед конференцией выступить со своей лекцией по проектированию как раз учебно-исследовательских заданий при обучении алгебре. Но хочу сказать, что основным стимулом для развития, наверное, является все-таки работа с учащимися. У каждого из нас есть ученики, ради которых мы фактически двигаемся вперед. Но надо не забывать и про себя, что себя тоже нужно развивать. И вот вся наша школа и наша деятельность, она именно нацелена на то, чтобы помочь учителю вот в понимании, какой сейчас мир. И вообще, и математический, и методический, и педагогический. Мы вот стараемся поделиться с вами тем, что болит у каждого из нас и чем мы занимаемся. Большое вам спасибо, что вы пришли на нашу школу. Вот. Ну и вот активно достаточно работаете. Это очень приятно. Так, теперь есть ли еще вопросы или комментарии, или пожелания? У меня вопрос по завтрашнему дню. Скажите, пожалуйста, вот здесь официально на каждый доклад 15 минут. Да. Это, то есть мы слушаем, никаких дискуссий, ничего не делаем. Мы договорились так. На
15 минут – это выступление человека уже с дискуссией. То есть 10 минут доклад и 5 минут на вопрос-ответ. Иначе мы просто не успеем. Поэтому мы предупредили всех, и я сказала, что жестко буду за этим следить. Понятно. Это чтобы настроить себя, как завтра мы работаем. Да. Всё, спасибо Теперь вот все, кто написан, они все готовы, я правильно понимаю? Но из тех, кто здесь есть, готовы все выступить со своими докладами, правильно? Суворовское училище. Да, как бы да, готовы, только вот технически у меня вот чуть-чуть вопросы. Ну, Вот технически я надо связаться. А какие с вопросы? Ириной, Да, там не, никаких ну вот я вопросов поставлю нет. свою презентацию, например, да, Да. и Значит, как-то смотрите, мне надо давайте я будет коротко скажу, как это делается. Первое, нужна презентация. Ее надо отправить на почту ВЦНМО собака Яндекс. Откуда к вам приходят вот все материалы, туда отправляете. Дальше Ирина загрузит, или вы, в принципе, и сами можете ее загрузить. Но давайте вот такой механизм, чтобы все было вместе. Дальше Ирина загрузит ее в вот этот вот файл, который есть у нас наверху в чате, в этом поле. Она загружает и дает, если вы разрешите, то она даст разрешение на скачивание, а вас сделает спикером. И единственный момент, который, как я поняла, здесь важен, нужно зайти участникам, и потом вам дадут право ведущего. Все. Надо листать, иначе, вот как в Москве делали, потому что иначе очень долго осваивается все. Сбрасываем презентацию, и Ирине будете говорить следующий слайд, и все. Хорошо. Если Ирина устанет... Ну, честно говоря, можно я скажу? Честно говоря, просто тут немного кто пишет, немного кто звонит во время работы. Я вот, если вы заметили, не все успеваю сразу и кому-то листать, поэтому я просто человека научу. У кого есть проблемы, вы мне напишите, я расскажу, как листать. Это очень легко. То есть человек сам открыл, я все как бы покажу, потому что я боюсь, что где-то что-то я пропущу. Либо кто-то рядом с вами там Все 10 докладов я листать не смогу физически просто. Просто работы много. Можно зайти чуть раньше и порепетировать? Конечно, нужно даже. Конечно, я включаю в 10:30. 10:30 могу Да, и включить чтобы раньше. попробовал. Можно даже в 10 завтра, Ира, может быть, в 10? Давайте я включу в 10 и, Чтобы с 10 до пожалуйста, 11 послушать. будем пробовать. Да, давайте, конечно. Так легче, просто я быстро Спасибо. не буду успевать все делать, да. Ну и заодно все научатся. Да. Хорошо. Так, Так, и еще я хотела, ну вот у меня как бы доклад, вот вы знаете, что у нас прошла летняя математическая школа в училище, и, значит, итогом нашей летней практики, ну, нужно было презентовать свою работу на этой летней практике. Мы с преподавателями и с суворовцами сделали такой небольшой фильм, рекламу на 7 минут. Я могу его показать завтра? Мне хотелось бы поделиться нашей сколько работой. минут он идет, фильм? Он идет 6 минут. А ваш доклад... Я его могу сократить. То есть вы в свой доклад хотите... Да, я хотела, это тоже как проект такой, небольшой проект, и хотелось бы поделиться. Ребята смотрите, у вас... сценарий и снимали вместе с молодыми учителями, такими как Рената Сосламбековна. И потом с информатиками мы отмонтировали фильм, дети с информатиками. Ну, в общем, такая работа все равно междисциплинарная получилась. А у меня доклад, ну, сообщение тоже, активизация познавательной деятельности через проектную работу. И хотелось бы как бы поделиться нашей...
как некий один из итогов, да? Один из результатов. Это как итог нашей работы был и как рекламный ролик. Добро пожаловать в математику. Хорошо. Хорошо, да. Ну, тогда его тоже нужно загрузить будет, наверное, Я так, с Ириной файлы. Вы, переговорю. пожалуйста, да, заранее тогда вот с 10 до 11 обкатку вот эту сделайте. Хорошо. Спасибо. Если больше нет никаких комментариев, вопросов, тогда я предлагаю сегодняшнее мероприятие закрыть. Но перед тем, как закрыть, значит, мы давайте сделаем фото общее, как обычно. Поэтому прошу открыть окошки, кто у нас есть. Значит, мы сделаем в итоге общий коллаж, поэтому включайтесь и сделаем фото. Так, пожалуйста, коллеги, значит, буквально несколько минут надо включиться. Вот вижу Нону Владиславовну, Любовь Петровну вижу. Так, вижу Оксану, вижу Зарину, вижу Елену, вижу Ольгу. Так, Ира, ну давайте, наверное, а куда-то Давайте, Ирина пока Евгеньевна они не убежали. Мгм. исчезла. Ирина Евгеньевна, Ирина Евгеньевна, вы не с нами? Не пойму я, она исчезла. Ну давай тогда фотографируем пока, а там потом вставишь. давайте на раз, два, три. Так, раз, два, три. Сейчас, Вера Сергеевна, еще раз. Улыбаемся и машем. Раз, два, три. Так, сейчас, это была первая страница, секундочку. Так, на второй странице Любовь Петровна. Так, Нона Владиславовна, вижу. Так, раз, два, три. Так, сейчас, третья страница у нас. Кто-то. А, вот вижу, да, Риту Маировну. Так, раз, два, три. Все, спасибо, всех сфотографировала. Спасибо. Ира, и, пожалуйста, чат, который мы вот научились, его тоже давай сохраним, потому что там интересные были вопросы. Да, я его могу сохранить потом, да, да. Ага, хорошо. Для подведения итогов на закрытие мы вот все вопросы, которые там звучали, комментарии, мы их соберем и сделаем общий вывод и общее мнение. Никто ничего не хочет сказать? На всякий случай задам еще раз этот вопрос. Вдруг кто-то стесняется, но очень хочет высказаться. Так, все хорошо. Значит, тогда работаем завтра по тому сценарию, который у нас есть. И теперь послушаем мы, теперь спикерами будут учителя. Надеюсь, что всем понравится. Я рекомендую приходить всем, независимо от того, есть ли они в программе как выступающие или нет. Можно участвовать в дискуссии. Ну и вот завтра эта вся наша работа продлится немножко больше, чем сегодня. Ну и, соответственно, закрытие тоже проведем мы завтра. Еще раз большое спасибо за активную работу, за участие. И до завтра. Хорошего дня и хорошего вечера всем. Всем до свидания.